свидания. Да. Друзья, привет, доброе утро. Традиция нарушена, стрим начался не из метро, но я тут бежал за кофейком, ибо у нас утро такое, что я даже утром не успел дома отведать кофе. Так, давайте чуть посижу, подожду. Подождем коллег, сопрогульщиков. Так, вроде цифра 9 у нас изменилась. Я вижу, что 9 человек. Так, я проверю стрим. Проверю стрим на втором телефоне. Сегодня я не забыл взять. Так, чат. Так, доброе утро. Да, доброе, Алена. Павел. Привет всем из Геленджика. Отлично, стрим, значит, у нас пошел. Так, проверяем стрим на ВК-видео. Пошел ли? Так. Да, вроде на ВК тоже пошел. Отлично. Хорошечно. 20 человек на ютубе уже. Хорошо. Итак, приятного, по моим прикидкам, должно было быть солнечное утро. Но, как видите, ни черташеньки у нас не солнечно. Находимся в районе станции метро, да не в районе, а у станции метро Чернышевская. Так, что вы пишете? Доброе утречко, с праздником. Привет из Перми. Так, Павел, наверное, поздравляет с праздником ленинградцев. Это 18 января, день прорыва блокады. Привет из Перми. Hello, доброе утро, доброе утро. Так, Светлана, доброе утро. Вторая Светлана. Сергей, Александр. Извините, фамилии называть не буду. Ибо есть риск в фамилиях сделать неправильное ударение, вы потом меня обидитесь. Так, ладно, кофейку я взял. Значится, можем приступать к прогулке. Походим. Начнем, по крайней мере, нашу прогулку здесь. Хотел сказать, на берегу. Ну, и был бы на самом деле прав. Идем по бульвару на улице Чернышевского. Когда-то это была Воскресенская улица. А еще ранее здесь был канал. Канал впоследствии засыпан. И сделана дорога. Ну а название дало Воскресенская церковь, ну или там собор. Не знаю, как правильно назывался, не буду врать. Смысл, мне главное, чтобы вы смысл уловили. Из интересного, здесь на перекрестке Чернышевского и Фурштадтской есть ЗАГС. Ой, ЗАГС говорю. Роддом. ЗАГС на Фурштадтской тоже есть. Неважно. Роддом. Так. Включите запись трека на часах. Точно. Сейчас я вернусь на лавочку. Про часики-то я забыл. Да. Сейчас включу на часах запись трека. И потом в конце прогулки я в Телеграме к анонсу сегодняшней прогулки я видео, как мы на карте гуляли, приложу. Так, включаю ходьба на улице. Так, обновляются спутниковый GPS. Что? Да, все. Начать. Все. Начали. Клещ Валерий.
Доброе утро. Вот, слева, вот через дорогу, вот он, сколько получается, 4 полных этажа, плюс этаж еще почти под землю уходящий. Когда-то это здание было всего лишь двухэтажное до советской власти. И буквально вот 2 верхних этажа это надстроено. Здесь был прекрасный эркер. Так, скажите, пожалуйста, когда в Парк Победы пойдем гулять? Когда там начнет зеленеть? Я так думаю. В Парке Победы зимой делать, ну, грубо говоря, скучно. И нечего. На Фурштадтской деревья все подстригли, смотрите-ка. Ёлки-палки. Вот и в ту сторону. Да, а в здании Малютка, там вот дальше по Фурштадтской, там дворец бракосочетания номер 2 и здание Малютки, там где регистрируют рождение. До войны, там до 65-го года, там располагалась институт стоматологический, по-моему. Так. Да, здравствуйте, это прямой эфир. War Thunder спрашивает. Павел Парфенов часто был в этом районе. Угу. Ветрено сегодня, кстати. А я перчатку не одел. Надо сейчас где-то опять приостановиться. Так, перебегу здесь дорогу обратно на бульвар. И одену перчатки. Ветер холодный. Сегодня МЧС прогнозировала сильный ветер. Ну, опять же, все относительно для кого, да? Ну, в общем, до 18 метров в секунду порывы. Ой, по Воскресенскую что-то я говорил, да? К чему я? Потому что мы идем к набережной. И набережная это у нас как раз Воскресенская. Единственное, что осталось здесь от исторических названий, скажем так. Сразу приведу в пример. После одного из последних стримов кто-то мне в комментарии на Рутюбе, как бы так скажем, то ли поставил на вид, то ли в укор, то ли просто, ну, не выглядело это просто. Но, в общем, когда мы по Куйбышево шли, по улице Куйбышева, это уже на Петроградке, то когда-то, до революции, улица Куйбышева называлась Большой Дворянской, а улица Чапаева была Малой Дворянской. После революции в противопоставление улицы Дворянские переименовали в Деревенские, ну а дальше уже дали имена, хотел сказать политических деятелей, но в общем коммунистов. Ну вот, а человек-то мне в укор-то поставил, что типа ты неправильно улицу назвал. А я говорю, как назвал неправильно, если там вот на домах Куйбышева написано. Вот. И то тоже с Куйбышева, это интересно. Это у нас сейчас улица Куйбышева, а изначально Куйбышевская при советах. Но это не важно. Это тут вот такие перипетии. Я к чему? К тому, что да, очень много улиц было переименовано. И даже сейчас улица Восстания, она там у нас за нашей спиной. Так, я не всегда успеваю читать. Одни заборы, повышение квалификации для врачей. Так, спасибо за стрим. Где вы одни заборы-то увидели? Что вы за заборы-то? Чего? Вы вот про вот это здание, так это не забор, это реставрация идет. Или вы на бульваре, чтобы люди через дорогу не бегали, вот эти вот заборчики по колено, вас это смущает? Ну, не знаю. Как говорится, сорян. Так, доброе утро из Новосибирска. Ой. Доброе у Юлия, доброе. Елена, доброе утро, Новосибирск, гуляет с вами. Ох.
Видите, как удобно, у нас сейчас обе площадки. Я, конечно, еще подумываю подключить к стриму и Рутюб, что сразу не запись туда выкладывать на Рутюб, а стрим. Так что не знаю. У меня вопрос, кто пользуется Рутюбом? Мы, конечно, уже голосование проводили, и я так понял, что процентов 10 готовы на Рутюбе смотреть, но для этого надо ведь иметь аккаунт там создавать, как бы зачем вам это надо, если у вас есть наверняка ВК у всех. И ВК на телевизор ставится. Потому что для ВК есть отдельное приложение, ВК видео. Вот. Ой, горячий кофе с утра, это хорошо. А если он еще двойной, то вдвойне лучше. Так, доброе утро. Ага. Сегодня крещенский сочельник. Да, у нас же крещение 19-го. Вот кто с каким праздником, конечно, поздравляет, да. Для Петербурга 18 января такой тоже знаковый день. День прорыва блокады, да, если я ничего не путаю. Какая прелестная улица, реставрируют Захарьевскую. Прелестные, красивейшие дома в стиле северного модерна. Сейчас выйдем на набережную к Полтаве. Там памятник кораблику с именем Полтава. Всем, наверное, известен. Так, Игорь, привет. Хоть и пасмурно, но красиво. Но вот я надеюсь, должно распогодиться. Вчера в это время было ясное небо. Было очень классно. Вот у нас уже через дорогу по левую руку виднеется небольшой купол такой. Просто купол с крестом. Как раз это вот та самая церковь, по имени которой был изначально назван канал. Потом его засыпали проспект. Ну и вот единственное, что здесь осталось из прежних названий, это набережная, к которой мы сейчас подходим. Не могу, к сожалению, сейчас третьей руки нет. В одной в кофе я все еще пью. Елена Энск. Привет из Новосибирска. Елена Ефимова. Привет, привет. Видите, у вас какие сегодня картинки на донатах. Про улицу Шпалерную я уже как-то рассказывал. Прямо, если по ней двинуться, мы дойдем до Смольного собора. Очень сильно рекомендую. Вот видите, там в конце бело-голубые такие части с золотыми крестами. Смольный собор. Доброе утро из поселка Заакса Тульской области. Смотрю, у вас ВКонтакте, да, вижу по комментарию, вижу, что вы пишете из ВК. Значит, сейчас мы что, выйдем на набережную? Вот уже впереди Полтава-то видна. Можно сказать, это целый образ серии кораблей, фрегатов, или как правильно это называть, с пушечных, парусных. Так, Юрий
Так, это церковь радости всех скорбящих. Так, обернемся. Так, я сейчас, давайте я здесь остановку сделаю. Да, кстати, я тогда еще так, хорошего стрима дядя Сережа Собянин нам желает. По традиции говорим ему громадное спасибо за такой щедрый донат. Как раз кофе приобретен от Галины. Перед стримом она уже кинула прям на кофеек. Спасибо ей за это. Вот, в народе это просто скорбящая церковь, конечно. Храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Так, сейчас, секунду. Надо вооружиться. Да чтоб тебе... Так, сейчас все жирные. Вот, первоначальное название Воскресенский проспект получил по церкви Воскресения за Литейным двором, на месте которой в 1817-18 годах возведена скорбящая церковь. То есть на этом месте раньше была церковь Воскресения просто. В 19 веке ее перестроили. И в 23 году Воскресенский проспект был переименован в Чернышевского. Вот, сейчас показать, как церковь выглядела, по понятным причинам не могу. Но Юрию спасибо. Так, продолжаем наш путь. Вижу, что нам еще целую минуту ждать по светофору, чтобы перейти на набережную. Ой, тут какие-то работы проводят. Шумные. Постоим за углом. На противоположном берегу у нас Арсенальная набережная. Аноним 200 рублей, спасибо. Вот, Арсенальная набережная, потому что здесь в дореволюционные времена на том берегу не особо он был жилой, был арсенал, было производство оружия, так буду говорить. Ну и арсенал находился. Темное здание Дед Костян, да. Темное здание на противоположном берегу, это у нас как раз те самые кресты небезызвестные. Если у вас есть 1 миллиард рублей, можете их купить. Конкурс объявлен на продажу. Весь этот комплекс зданий продается со своей котельней, пожалуйста. Ну а там в конце еще вот виднеется как раз бывшее здание Арсенала. Завод Арсенал. Там дальше и силовые машины завод. Дальше река у нас поворачивает направо. По правому берегу водоканал находится. Ну а слева у нас что? Литейный мост.
Давайте покажу Полтаву. Доброе утро из Екатеринбурга. Доброе утро, друзья. Наливаем чаи, кофеи, мажем бутерброды, режем немалые куски колбас и завтракаем. Так, можно, конечно, пройти до... Нет, не пойду. Вернемся обратно. Сделаем кружок через Потемкинскую улицу. Сегодня у нас по прогнозу плюс 0, плюс 0, плюс 1. Но порывы ветра до 18. Так, наверное, я вернусь прям до Захарьевской. Что-то мне по Шпалерной не хочется идти. Шпалерная достаточно скучная улица. И рассказ про нее и про Литейный двор, про соляной городок, это все было в более ранних видео. Какие здесь светофоры-то долгие. Я полагаю, что мы походим здесь по району, а дальше двинемся к центру. Туда, к Литейному. Пермяк, соленые уши, 200 рублей. Спасибо. Анонимус еще 1000 была. Ну это, наверное, от Собянина и была. Ой, фальш-старт. Ладно, пока покружу, то не похвастаюсь, а позавидую, наверное. Вот у кого-то там на мансардном этаже сделана терраса, видимо, с прекрасным видом на Неву. ТАСС уполномочен доложить. Да, наверное, сейчас по Захарьевской выйдем до Потемкинской улицы и через Фурштадтскую пойдем насквозь. Ну или по какой-нибудь другой. Всем доброго утра, не сказал. Меня зовут Роман. Вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Петербургу. Сегодня гуляем в живом формате. На ВК и Ютубе прямой эфир. На Рутюбе и Дзен будет запись после выложена. В Петербурге 18 января. Погода около нуля. Утречко. Знаете, надоело мне гулять по вечерам, по темноте. Вот, понадеялся, что сегодня у нас будет ядерный рассвет, красивечный, но все-таки легкая дымка присутствует, поэтому красивого рассвета не получилось, когда, знаете, вот вчера, вот говорю, в это время солнышко по верхним этажам освещало. Было красиво. Я вот очень сильно надеялся, что сегодня будет так же, но нет.
Судя по Яндекс.Погоде, ясно должно стать к 11. Ну, нам что там, полчасика уже 11. Да, вот исторические особняки, такие как этот, перекликаются уже с вновь построенными. Конечно, он здесь так диссонирует своими, ну, как минимум двумя верхними этажами, возвышаясь над остальной застройкой. Но что поделать? Так, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Парам-парам, на то оно и утро. Но мы чай не в гостях, мы дома, мы в Петербурге. Знаете, никогда не думал, что такое скажу. Сказал. Так, что мы тут проходим? Читаем. Академик Борис Григорьевич Галеркин. Ага. Военный институт инженерно-технической военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Да, здесь в этой местности, скажем так, по традиции, раньше ж казармы были, полков. Ну и вот по традиции здесь в этом районе очень много военных. Академии разной инженерной направленности, да, и тут и материального обеспечения, и артиллерийское. Вот. Сейчас, конечно, утро раннее, бойцов не бегает, но частенько здесь можно встретить зеленых человечков. Так, Светлана на Клаудтипсе, хорошие прогулки, спасибо. Я на петличном микрофоне сейчас, поэтому звуки не воспроизводятся. А на петличном микрофоне, потому что ветрено. А вот у нас и зеленые человечки идут. Сейчас вас хочу довести вот до того, не знаю даже какого цвета этот дом правильно это назвать. О, опасность. Ничего себе, водосточная труба тут напала. Труба напала. Ладно, не оценили шутку. Как он это? Вспышка слева, вспышка справа. Ветрено сегодня, поэтому с петличным микрофоном получается просто меньше звуков улицы. Шумодав работает. Так вот про это здание, не знаю, как вот розовый, коралловый, что там его обозвать. Так, Семеновна, в Берлине вообще туман. С добрым утром всем. У нас, кстати, туманы тоже тут. Последние дни нападали. То теплый фронт подойдет, то холодный. И вот туманит вечерами. Что хочу рассказать про этот дом. Ну, исторически-то ничего, а то, что сейчас в нем происходит. Какой-то инвестор, ну не побоюсь, если скажу, что лет 10 назад купил дом целиком. Вот целиком выкупил вообще весь. Все квартиры, всех расселил отсюда начерть. И начали реставрацию. Ну как реставрацию? Там все под ноль было вычищено. И сделан по-новому ремонт. И сейчас квартиры в нем продаются. Продаются уже, не знаю, года 3-4. А то и вот сейчас опять забор, видите, поставили. Потому что забора-то не было. Он как-то уже был готов. А его снова делают, переделывают. Ну и вот квартиры, если там на Циане зайдете, Циан, Авито, там еще чего-нибудь, квартиры в этом доме можно найти в продаже. И даже вот на 3-м этаже с этим эркером шикарным, с этим балкончиком,
квартира продается громаднейшая, там 150, 200, 250 квадратов. И стоит просто какие-то космические количество миллионов рублей. Но сделано там все, конечно, как я это люблю, в таком вычурном стиле, прямо вот как раньше. Вот это вот русское барокко, вот это вот все вот смотри, как я могу, смотри, как я умею, смотри, сколько у меня денег. А вот даже объявление висит, и на 5-м этаже все продается. И мансардный этаж тоже сделали, у кого-то даже получается башенка своя. И классно, классно было бы. На историчность наверняка они сильно не претендуют. Вот. 3 грации называется. И вот как раз 3 грации стоят у нас за заборчиком. Чё вот они его опять в забор загнали? При условии, что квартиры продавались уже прям с чистовой отделкой, со всей лепниной, со всеми паркетами, со всем-всем-всем. Не понимаю. Вот хотите балкон с атлантами, пожалуйста. Не хотите балкон с атлантами, можно с эркером. Квартирку с таким громадным окном. Так, кто помнит, Юрий, вы еще на связи? Как раньше назывался кинотеатр? Перспектива, не перспектива, что-то как-то так. Панорама. Что-то как-то на П, если я не путаю. Юрий это точно должен знать. Он в этом районе жил, работал. Ну, ладно, тут не про название речь, а про тот сам факт, что сейчас в этом здании выставочные залы, вроде как, не помню, как называется, что там, Ленинград, что-то, ну, не суть. Ой, и как его искорежили. То есть вот понимаем, что вот эта входная группа, да, с этим портиком, это одна история, а сзади начинается как будто бы совершенно другая. Как я говорю, просто что-то сверху присрали. Нагромождение и вот это вот соответствие объемов, оно как бы преобладает сверху над нижней частью. Ну или, по крайней мере, начинает перетягивать и перевешивать. Раньше был просто такой стеклянный купол в виде пирамиды сделан. Так, Юлия, спасибо за хорошую прогулку из Новосибирска. Спасибо, Юлия. Всем доброго утра. Кстати, это сегодняшний стрим даже по большому счету для тех, кто у нас живет за Уралом, чтобы не так поздненько было. Да, несочетание стилей. И, кстати, прошли мы мимо, там оранжерея у нас здесь, вдоль Шпалерной улицы есть, и Потемкинской оранжереи. Вот там в тех оранжереях, блин, я прошел и даже не снял. Ну, диковины всякие для Петербурга растения там растят. Интересно тоже момент, ну вот видите, там такой стеклянненькая отсвечивает. Так самый-то прикол, что эта оранжерея здесь не историческая. Она привезена из Царского Села была. Представляете? Целую оранжерею перевезли сюда. На этом месте была совершенно другой формы. На этом месте и была оранжерея при царях, но другого вида. Ладно, не по Фурштадтской не пойдем, ибо мы уже ходили. Пойдем по Чайковского, пройдемся. Не пугайтесь, дома не сносят, с ними ничего страшного не происходит, их реставрируют. Видите, вот тут уже эркер освободили, так что целиком дом будет такой красивый.
Сейчас при первой возможности я перейду на противоположную сторону улицы, чтобы вам было видно дома справа. Ибо чего нам смотреть на эти зеленые сетки, правильно же? Да, ветер у нас получается с залива сюда дует в лицо. Потому что когда я по Захарьевской шел, он, получается, мне был в спину, и я уже было подумал, что ветра нет. А вот нет, сейчас иду, он мне в харю. Всем привет. Вот в таком виде гуляем по Петербургам. Пуховичок, штаны с начесом, удобная обувь и вперед. Да, вот Юлия пишет, что любит в Питере гулять по утрам. Да, поменьше людей. На самом деле, вот на рассвете, ну, если это дело летом, на рассвете это тяжело, потому что рассвет у нас рановато. Но если вы все-таки пойдете встречать рассвет, то виды, конечно, прекрасные. Как вот я вам и говорил, это солнце по верхним этажам домов красиво смотрится. Город начинает играть какими-то другими красками. Особенно если вы по этим местам условно вечером, там ночью проходили, когда было искусственное освещение, подсветка. О, прикольно. У нас тут внезапная советская встройка с такими полукруглыми балкончиками. Видимо, уже дом утрачен в годы войны, но решили повторить эту арку. Интересно, год постройки дома наверняка конец 50-х. Такое еще послесталинское время, то есть еще хрущевки не напали. Так, флаг Казахстана. Кто у нас из Казахстана? Все запоминаем. Улица Чайковского, 71. Консульство. Вот. Генеральное консульство Республики Казахстан в Санкт-Петербурге. Тут в особнячке. Район, конечно, прикольный и исторически тоже наполненный, я так это скажу. В годы Петра, конечно, не прямо здесь, да, а чуть ближе к Литейному, Петр селил своих родственников. Как бы это ни звучало, но они не выбирали. Петр Алексеевич говорит: ты будешь жить здесь. Они такие: покорно благодарствую, и все. И вот тебе денежков, строй себе особнячок. И как раз по улице Шпалерной вот эти особняки родственников Петра появлялись. Была первая береговая линия, сама набережная не была застроена, то есть был особняк и какой-то выход к реке, вид на Неву. То есть не прямо впритык, да, как сейчас на набережной. То есть была какая-то еще, было пространство до реки свободное. Ну а здесь тоже, соответственно, селилась, вот, вспомнил название, Русская Слобода, да. Была немецкая Слобода, была греческая Слобода. Ну вот тут в какой-то момент времени, Петровский, после Петровский, все-таки была Русская Слобода. Не ошибусь, если сейчас скажу, что после смерти Петра и когда власть перешла
на короткий срок его сыну, то столица же у нас уехала в Москву, и только спустя какое-то время вернулась в Петербург. То есть здесь после смерти Петра в Петербурге несколько случился застой. Ой, какой ветер сильный. Ой, ну вы посмотрите это, да, вот какой прекрасный дом, шикарный балкон, и там просто какие-то горшки, которые могут, не знаю, легко или нет, но упасть на голову прохожих. Не дай бог. Так, а что если я включу широкий угол? Хопа. Будет больше видно. Вот вроде с освещением сейчас хорошо. Темнеть не собирается. У нас все еще светает. Уже целый час. Зато будет больше в кадр вмещаться. Напомню, мы вышли на улицу Чернышевского, мы сделали такой кружок, мы здесь на бульваре начали прогулку. Вот, смотри, партизаны ломанулись. Красный горит, они это жить торопятся. А вот так запнется за этот камень своей клюкой, расстелится здесь на зебре, и чё? Куда торопится? Так, что это у нас тут за стихоплеты в чате? Мюзик. Таракита. Так, да, про роддом на Фурштадтской важно сказать, что он работал в тяжелые дни блокады. Ну да, роддом был... Само здание было перестроено, по-моему, в 1935 году. 2 этажа надстроили и сделан роддом. И он работает по сей день. Это правда. О, ничего себе, там фаер-шоу на балконе. Там, видимо, реставрацию тоже целиком дома. И гидроизолируют балкон. Ладно, не будем здесь задерживаться. Так, здесь перебегу дорогу, ибо надо показать с противоположной стороны. То мимо пройдем и не поймем, что это было. Ну, сами видим, по первому этажу здесь ворота и въездные группы, и такая башня. Здесь была пожарная часть, каланча. Сидел дозорный, смотрел округу, нет ли дыма. Ну и по сей день здесь МЧС, пожарные.
находятся. Призываю никакую дичь в чате, пожалуйста, не писать. За это будет беспощадный бан. Так, что здесь у нас? МВД России, Главное управление Министерства внутренних дел. Пожалуйста, по Санкт-Петербургу или на области управления. Нормально себе. МВД. Прям даже самый-то прикол, что вот окна, рамы, это все исторически деревянные, сохранившиеся, наверняка. Так, что это у нас? Памятник архитектуры 19 века. Угу. Построено в 44-46 годах 19 века, перестроено в 80-х. Бенуа. Один из Бенуа. С каким прекрасным. Галерея, хотел сказать. Видимо, оранжерея там была. Сейчас так все заросшее. Я здесь летом проходил, я этого не видел. Потому что все в листве было. А вон оно как оказывается, да? И вот тут что не дом, то памятная табличка. И что оно памятник архитектуры. Но тут уже домик-то такой посвежее. Прям конец. Дом юриста. Юридический факультет Государственного университета Санкт-Петербургского. 300 лет СПбГУ, кстати. На секундочку. Да, у нас начинает солнце пробиваться где-то там за домами, за крышами. Все-таки растягивает небо. Ой, давайте я вам зайду в этот дворик. Что нам упускать возможность, увидев открытые ворота, зайти во двор. Эти прекрасные проходные дворы. Не знаю, может быть мы сейчас насквозь выйдем, может быть не выйдем. Абсолютно не знаю. Просто вам буду сейчас показывать, как это все внутри выглядит. Опять же, видим здесь первый этаж были каретные. То есть изначально это были гаражи для карет. Потом, понятно, появились автомобили. Все это переделалось под гаражи автотранспорта. И самое-то прикольное, что оно здесь сохранилось в том виде, каком оно было. Потому что все эти воротья, есть дома, где первые этажи переделывались. Ну, вот тут отреставрировали даже ворота и сделали в том виде, в каком они были исторически. Вот, например, здесь, да, действующий въезд, у человека висит этот замок. Наверняка здесь петли те самые, еще скобы-то, посмотрите, они всю дверь держат. И по низу также. Эркер какой громадный, с громадными окнами. Так, неужели вы здесь во дворе такая отвратительная связь? По моим данным цифрам все хорошо. Должно быть. Но опять же вот мы... О! Здесь детская площадка с героями мультфильмов.
Но атмосфера, конечно, тут у нас и Простоквашино, тут у нас и Ну Погоди, и Винни-Пух. Неотъемлемый артефакт той застройки. Вот эти вентиляционные такие трубы, не трубы, как их обозвать, заделан решеткой вентиляционной. То есть у нас под нами может быть двор, как он называется-то, подвесной двор такой. То есть под нами еще может быть целый этаж, как правило, технического назначения. Там могли быть прачечные, могли быть ледники, могли быть котельни, какой-то хозблок. Я продолжаю ходить по этому двору. Тут прямо реально сеть от этих арок. Все, ну, кто-то назовет это домами, я назову это флигелями. Да, это внутренний флигель. Флигелей таких могло быть там до 5 штук вглубь двора выстраиваться. Да, сейчас мы здесь выйдем на Захарьевскую вновь. Вот мы, получается, насквозь двор прошли, но я вернусь на Чайковского. Там выйдем. Не хочу я на Захарьевскую. Либо мы там к Большому дому выйдем. Или выйти к Большому дому, как вы там считаете? Не, давайте здесь на Чайковского пойду. Опачки. Гора соли. Кому дома соли не хватает, вот тут целая горка. Так, все, выхожу обратно на дорогу. Внимания не обратили, но вот какие окошки были вот в этом флигеле, который над нами сейчас, и какие окна здесь громадные. Ну и арка та же самая, да, как здесь она оформлена, и как во внутреннем, во дворе флигеля. Я думаю, мы могли бы пройти там двором и выйти в каком-нибудь очередном доме, но где зашли, там мы вышли. Ничего страшного. Судя по размеру этих домов, да, тут вот двухэтажный, там двухэтажный, достаточно невысокая застройка. Это местность, в которой мы сейчас находимся, она использовалась именно под стройку в те времена, когда еще доходные дома то ли не были, хотя были, господи, 19 век, доходные дома вовсю строились. Ну, как будто бы здесь строили для себя, господа. Здесь, видите, находится у нас и комитет по природопользованию. Хорошие себе места, товарищи, выбили.
арка, но здесь уже прям цепь на воротах. Мы подходим к Литейному проспекту. Напомню, что в годы Петра эта Литейная сторона была за городом. Город у нас был там, за Фонтанкой. А сюда было выведено Петром вредное производство. В каких-то моментах взрывоопасное, но и просто грязное. Здесь лились пушки, лились колокола, здесь же отливались памятники. В общем, по названию понимаем. Так, здесь постоим, надо будет перейти дорогу здесь. Я параллельно пытаюсь тут кое-что загуглить. Не получается. Сейчас, секунду. Главное военное артиллерийское управление Академия тыла и транспорта. Но на этом месте тоже когда-то был храм разрушенный или переделанный, неважно. Так, видим здесь у нас в виде столбиков пушечки, никому не нужные уже. Оригинальные пушки, прямо с царским гербом. Это не бутафория какая-то, это... Привет из Омска всем, говорит Алена. Да, привет. Ничего себе, здесь даже сделали как будто бы дорожку для велосипедов или для кого, непонятно. Сейчас по Литейному чуть-чуть пройдем до Сада Дружбы. С китайским народом. И там я снова во дворы зарулю. Там, наверное, по Маховой потом куда-нибудь влево-вправо придумаем пойти. А так вообще в целом, друзья, если есть какие-то, опять же, пожелания, я всегда с этой просьбой к вам обращаюсь. Если есть пожелания, давайте озвучивайте. Я скажу, что можем ли мы там, рядом мы, не рядом. В общем, куда пойдем? Вопрос простой и короткий. Куда пойдем? Куда пойти? Так, всем приветик. Еще раз от уже, наверное, другой Алены. Так, ребенок истеричка.
чуть не случилось ДТП. Евгения, доброе утро. Приятно просыпаться под такие стримы. Под шум улицы, да? Вот дом начинают снимать леса. Сейчас я постараюсь разглядеть, как барельеф был. Не утратил, не пропал ли он в ходе реставрации. Слушайте, я пока не вижу, а где они? Так, друзья, у нас пропажа. В этих нишах когда-то что-то было. Так, Антонина, прошу написать адрес. Не просто особняк Юсуповой на Литейном, адрес, номер дома, скажите. Вот те самые сакуры, которые весной цветут. Все столпотворение весной здесь будет происходить. Опять же, если повезет. Так, где мороз? Хотим играть в хоккей и кататься на коньках. Пару дней назад в Петербург был один большой каток. Тут даже можно было никуда не ходить. Вот видите, даже сейчас вот тут миньоны в желтых майках отколупывают лед. Вот это все хозяйство. Оно у нас было тут повсеместно. На всех тротуарах можно было катиться в любую сторону. Это было что-то с чем-то. Мороз будет у нас на следующей неделе. Там что-то до минус 9. Так. Я что-то, конечно, тут погнал уже до Юсуповой пошел посмотреть. Но там я что-то не помню сильно реставрацию снаружи. Она была изнутри. Да, он был закрыт. Литейный 42. Там, где факультет по очно-заочному обучению. Но он как минимум закрыт до понедельника. А в особняке Юсупова еще и театр был, и там написано «больше не работает». Так что мы туда и не попадем, если захотим. Ладно, посмотрим в Дом офицеров. Дом офицеров. Прекраснейший образец. И пойдем во двор. Пройдемся дворами до Маховой. Выйдем там. Ну и впоследствии, может быть, на Соляной переулок получится дворами выскочить. А может и не получится. Не знаю. Так, вижу афиши. Ну и традиционно вам покажу, что у нас. Так, пауэрбанк подключающий. Что у нас в культурной жизни творится Петербурга. Что-то непонятное. Что-то непонятное. Ладно. Не суть.
О, сейчас поближе вот к этому дому подойдем. Вам покажу. Рубрика «Домик не болей». Наверное, вы уже видите вот эти полосы горизонтальные. Это двутавры. И они пронизаны, в общем, этаж пронизан насквозь стяжками. И вот таким образом дом стягивают. Он кирпичный, чтобы не разваливался. Нормально. Так, я надеюсь, здесь не тупик. Здесь мы пройдем. Опачки, тоже смотрите-ка там наверху у кого-то. Мама, я хочу балкон. О, тут арка была, проход. Но кто-то себе решил пристроечку сделать, что-то присрать. Интересно. Вот так незамысловато. Ну и вот здесь, видите, этот переход. То есть там вход с улицы Маховой в основной дом. Дальше по этому переходу вы попадаете во внутренний флигель. Ну и здесь вот виднеются контрфорсы. То есть усиление стен. Контрфорс делался. Ну и можно во флигель попасть еще и через черную лестницу. Классические петербургские лифты наружные, уже помененные, уже из металлопластика, стеклопластиковые, или как там. Вот мы и на Маховой. Да, вот все-таки солнце появляется у нас. Небо голубеет. Ничего себе тут домики. Так, по Маховой. Сейчас я посмотрю, если тут какая-нибудь из арок открыта. Мы туда нырнем, продолжим через дворы идти. По возможности. Может быть, конечно, двориком и тупиковым. Но тогда просто зайдем посмотрим. Да, походу он тупиковый. Но вот тоже забавно. Видите, как балконы сделаны хаотично. А это просто в годы, когда дом реставрировался, просто выведены двутавры внаружу, и на них уже организован балкон. Причем там не бетонная плита, а возможно просто деревянное перекрытие на балконе сделано. И все. Ну и у кого-то, возможно, даже это была арка в следующий двор, но почему-то, а может и просто каретная была, не знаю. Ой, тут детский сад. Нормально, да? Смотрите, тут вот табличка «Детский сад». Это для тех, кто задается вопросом,
при такой плотной исторической застройке здесь в центре, но ведь нет этих привычных классических детских садов, которые стоят в центре двора, например. Сейчас вот у нас тетка до нас докопается. Мы будем с ней ссориться, наверное. Здравствуйте. Для себя. Что такое реорганизация? Потребнадзор, детский сад, жилой дом, выдача книжек. Если это для себя. Спасибо. Вот такие у нас встречаются. Вроде бы нормальные, но нервные петербуржцы. Ладно. Ну и следующий двор. Ну, тут наверняка тоже тупиковый. И гораздо меньше, чем предыдущий дворик. Анонимчик. 100 рублей, спасибо. Отель Академия Особняк Шувалова. Причем Академия и А на конце. Так, Маховая, дом 5. Давайте заглянем. Как интересно, двор, въезд таким полукругом. А это тоже интересная такая инженерная задумка. Здесь по кругу шум гасится с улицы. И во дворе получается тихо-тихо. Как вам реклама? Нормально. Так, тут вот есть. Дальше у нас дворик. Пойдемте. Ага. Ну и классический тупичок. Но тоже, посмотрите, разница, да, вот какой-то чья-то квартира, просто разбитые стекла, пленкой забита, какими-то вещами заложено. Как я говорю, по факту живут люди-миллионеры в этих квартирах. Все удивляются, типа, как миллионеры, они же плохо вон как живут. Так стоимость квартир исчисляется миллионами, да даже не квартир, а комнат исчисляется миллионами рублей. Поэтому и люди миллионеры. И могли бы продать эти комнаты в коммунальных квартирах и уехать, ну да, и уехать из центра, но куда-нибудь в спальные районы, там купить себе однушечку, жить отдельно, жить самим себе, ни с кем не сосуществовать. Но нет, люди настолько прикипели вот к такой именно жизни, к такому формату, к центру, что они просто даже себе не допускают такой мысли, что уехать из центра это, во-первых. Понятно, что если бы им в центре здесь предложили однушечку, они бы согласились. Но поменять засраную коммуналку, в которой они владеют одной комнатой, на однушечку в спальнике, они никогда не променяют. Только из-за того, что они всю жизнь здесь прожили. Возможно, это, по их мнению, какое-нибудь предательство. Так, я даже не знаю, стоит ли сейчас сюда заходить.
как будто бы нет. Такие здесь дворы непроходные далеко. Вот с Маховой на Литейный то дворы проходные, а здесь до Соляного мы не пройдем. Ну тогда сейчас на Чайковского возвращаемся. Опачки, как это атмосферно, какая атмосферная арка. И там внутри дальше граффити. Да и дом в целом затянут. Так, смотрю, из Германии YouTube рекламу ставит. Вам они хоть что-то заплатят. Если нет, то буду рекламу выключать. Ой, не знаю. Тут же проблема, даже если они заплатят, у меня проблема будет с выводом. Потому что все сложно. Ник, все сложно. Делайте как вам удобно. Если есть возможность пропускать рекламу, пропускайте. Ставьте всякие AdBlock плагины для браузеров. Не знаю, как у вас в Германии с этим строго или нет. Но с миру по нитке голому рубаха. Так, у нас впереди здесь, вот в тех дворах, мозаичатый дворик. Я его как-то летом показывал. Сейчас иду и думаю, стоит ли нам туда заходить. Или мы сейчас прям обратно свернем влево, туда, на Соляной городок. Посмотрим. Доброе утро, страна. Имеет в виду, наверное, Володька. Ставрополь смотрит. Ставрополь. Это как просто в операции «И». Подходи, не скупись, покупай живопись. Вот так вот и Ставрополь. О, здесь вот прямо по улочке мы на противоположной берегу видим Нахимовское училище. А это значит, что... А давайте я дойду. Мы вот так никогда не ходили здесь. Я дойду снова до набережной. И на противоположном берегу у нас будет Нахимовское училище, мимо которого мы проходили прошлую прогулку, и Аврора. Давайте с этого ракурса посмотрим на них. Зачем нам этот мозаичный дворик заходить? Ни к чему. Сегодня, думаю, ни к чему. Вообще сходите, если будете по соседству здесь прогуливаться. Ветер сильнейший. Так, надо обратно перчатки опять одевать. Да, небо, кстати, вот видите, всю эту облачность уносит. И вот еще чуть-чуть и солнышко появится из-за облаков. Наконец-то. Вот это ветер. Ветер сильный, поэтому я быстренько выбегу на набережную. Мы посмотрим вид. Вид на Неву. Идем там, кстати, по улице Гагаринской.
красивейшие особняки в мраморе. Прям вот это мрамор какой-то, прям с оливами. Здесь, кстати, по этой улице многие, кто с Литейного моста спускаются, и надо на набережную, там нельзя налево-направо с моста сразу, им приходится здесь вот такую петлю делать, объезжают. Так, наверное. Ай. Наверное, вам надоели эти постоянные сообщения в чате со ссылками на всевозможные телеграм-каналы мои. Ну, телеграм-то канал один, ссылок несколько. Сейчас где-нибудь я придумаю, где остановиться, и отключу. Какой ветер! Я не знаю, вам слышно или нет. Византийский стиль, подсказывает Александр. Вот и наша Аврорушка на том берегу. Нахимовское училище, телебашня. Это низкое здание военно-медицинская академия. Дядь Ваня, если смотришь видео, пожалуйста, тебе на твою альма-матер. Там Литейный мост начинается. Гостиница Санкт-Петербург. Ну и Петровская набережная. Там, где вот эти деревья справа от белого особняка, там домик Петра. Там за фрегатом, видите, блестит, прямо отсвечивает солнцем Лахта-центр. Ну и Петропавловский собор между знаками. Так получилось. Ой, сегодня, смотрите, в честь праздника горят растральные колонны. Не так часто растральные колонны вообще зажигают в году. Но вот в честь праздника прорыва блокады, это, напомню, 18 января 43 года, 27 января 44 блокада была полностью снята, но вот 18 января 43 был совершен прорыв блокады. Так, все, я возвращаюсь туда, вглубь домов. Уйду с ветра, а то меня продует, я еще и заболею. Я и так что-то сегодня хожу, шмыгаю. Не вижу здесь нигде кнопки для светофора. Видите, у меня это вот сейчас картинка телепается, это я на ветру телепаюсь. Это меня так, как тряпку, как стяг на ветру. Ох, солнышко, сейчас увидите. В Петербурге 2 недели не было солнца. Пожалуйста.
Вот, Светлана говорит, у нее мама блокадница, да. Юлия говорит, дед снимал блокаду с Ленинграда. Вот, да. Вся эта блокадная история для петербуржцев, для ленинградцев, это, конечно, вопрос больной, сокровенный. Шутить над этим никак нельзя. Вот этого особняка в византийском стиле. Вот такая входная группа. Тут, конечно, есть уже утраты в мраморе. Когда-то были еще, видимо, столбы тут дальше, но что-то вот тоже, опять же, утраты очередные. Так, есть арка. Ага, ну там за аркой снова ворота, и мы не попадем, не узнаем. Ну ладно. Солнце, видите, как низко. Только-только над крышами появилось. В районе 4 уже дня солнце будет у нас пропадать. День короткий. Дернуть дверь всегда полезно. Но если такая цель есть, то да, можно дернуть, но я в целом понимаю, что во дворе за этим домом, какой двор, и знаю, как в него зайти, поэтому и как знаю, как зайти, и цели туда зайти-то у меня нету. Поэтому и дергать незачем. Так, пока горит зеленый, надо перебегать. Там у нас справа уже аноним 200 рублей, спасибо. Там у нас справа уже летний сад, уже фонтанка, уже солнышко. Вот я о чем вам говорил, про эту вот атмосферу. Когда солнце появляется. Красота же. Вот сравните, как мы начинали, когда шли, и как сейчас вот это вот желтый цвет заиграл. Желтый цвет зданий на солнце. Так, я что-то... Ага. Соляной у нас вот там. Так, остановлюсь, прочитаю. Не силой проверить, особенно на чердаке, опыт экспроприейшена. Миграция, на мой взгляд, даже во времена капитализма остаются самыми отзывчивыми людьми. У нас балетная школа в Перми из блокадного Ленинграда, сейчас балетная академия, да. Кого успели до блокады вывести, ну, можно сказать, тем повезло. Производство вывозился, да, Кировский завод, станки, оборудование, все вывозилось на Урал. Театры. В общем, кто успел, тот и съел. Идем по улице Оружейника Федорова. Впереди там у нас, как я сказал, летний сад.
кто-то лишился балкона. Это был мини-балкон когда-то, но, как говорится, не шмогла. Подошли к Соляному переулку. Как раз здесь-то и был уже у нас тот самый соляной городок. Интересно, так как во времена империи соль была под монополией государства. Громадные деньги с этого имели. Понятно, что государство само соль не продавало, но под контролем государства все это происходило. Выписывались разрешения на производство, на добычу, на продажу соли. Ну, здесь в соляном городке была, возможно, и биржа была, и хранение, и все. Переходим улицу Гангутскую. Такая улица-то короткая, буквально вот несколько домов. Но каких? Да. Здесь оплачивают также, да? На этом столбе или другая? Слушайте, не знаю. Нет. Мне кажется, без разницы. Можно через приложение. У нас нет. Ну, солью-то пахнет. Вот действительно, вот вам кусочек соли. Только уже тут про соль пищевую была история. Получается, что случайно, но я так не планировал, но мы оказались у Музея обороны Ленинграда. Музей пострадал во времена, скажем так, ленинградского дела. Здесь была шикарная экспозиция, посвящена обороне Ленинграда, с шикарными диорамами. Или, ну, в общем, стенды. Но все это дело в большом объеме было утрачено, конечно. Сейчас подойдем к Академии Штиглица. Здесь вот как раз в Академии Штиглица можно как раз там дернуть дверку да зайти. Тут история понятная. Но мы и понятное дело, что вглубь не пройдем, потому что там у них турникет. У них турникет. Давайте дернем эту историческую дверь. Подержимся за эти латунные ручки. Прикольно. Потолкаем эти двери. Вот. Оп, оп, малышня. Я проходить не буду, друзья, но должны понимать, что все это здесь происходит. Там у нас турникет, но проходить не будем. Так, мы на посмотреть. Вот, ладненько. А здесь можно пройти, походить, посмотреть? Нет? Если вам надо в музей, ходите, идете на ту сторону, там красивые фонари, там в стороне музей. Фонари-то мы в курсе, мы туда еще дойдем. А здесь, Здесь учебный корпус. я понимаю, ну так.
хотя бы вот по лестнике подняться и... Ладно, спасибо. Вот так нас учебный корпус, здесь нас не пускают. Так, давайте я пробегу. Да, здесь учебный корпус, здесь музейной части нет, а вот где фонари, если мы к ним идем. Ну, академия, ну я говорю, академия Штиглица, мы сейчас зайдем. А музей следующий, как нам девушка пояснила уже. В музей просто так, по-моему, не попасть. Здесь история, что надо записываться заранее. Они набирают группы, и ты в составе организованной группы-толпы ходишь и восхищаешься. Здесь вот шикарные фонари с мальчуганами, которые, видимо, изображают виды искусства. Вот тут что-то лепит товарищ. Здесь у мальчика палитра, не хватает кисточки. Здесь вот скульптор у нас, видимо, что-то из камня высекает, и кто-то перчатку забыл. Вот, наверное, мы перчатку уберем, пониже положим. Зачем ему перчатки, да? Вот. Ну, а здесь непонятно, что тоже кто-то делает. Вот чего-то не хватает. А давайте зайдем. Раз дверь приоткрыта и люди идут. Ну, выгонят нас, так выгонят. Музей открыт с 11 до 5. Опять же, вот это все историческое. Историчное, грубо говоря, даже до латунных ручек. Вот. Но мы до кассы. Продажа билетов по спискам. Вон, начинается. Вот, видите, нам сначала было записаться, а потом прийти уже и на входе выкупить. Плюс здесь есть. Хотите витражик прикупить, пожалуйста. Все вам продадут. Все красивенько. Так, ну ладно, мы тут задерживаться не будем. Пойдем дальше. Такая вот тоже плиточка на полу. Я понимаю, что ей много-много годиков. И больше, чем всем нам здесь, ну пусть не вместе взятым, но каждому из нас точно. Так, я хотел сделать остановочку. Чтобы отключить сообщения в чате. И нигде не вижу лавочки. Сейчас, одну секунду. Наверное, просто здесь на пол вас поставлю. А, вот вижу. Вот здесь сейчас мы у этого кафешки. Я остановлюсь. Выключу сообщение в чате. Так, какая-то музыка. Мне не нравится. Не, музыка мне не нравится. Ух ты, красота-то какая, да? Ну, вот как внутри, так и снаружи. Великолепный вид имеет. Так, ну тогда постоим так.
опять же на ветру. Меня колышет. Да чтоб ты, сейчас все сдует меня. Одной рукой неудобно просто сейчас. Ага. Ну ладно. Не смогу отключить. Ладно, идемте дальше. Кстати, не... Или я пропустил сообщение в чате, или действительно ничего не было. Никаких пожеланий, куда мы идем. Тогда я на свое усмотрение двигаюсь дальше. Уж. Тогда уж. Подходим к улице Пестеля. Ай. По обеим сторонам улицы, в начале и в конце, ну как вам удобный, два храма. Эта церковь, можно сказать, видала самого Петра. Ну, ощущаю, да, пишите, что ощущается, как будто на улице март. Но это все обманчивая история. На крыше этого отеля есть терраса, там кафешка, так что любителям посмотреть на Петербург с высоты, хотя бы даже с высоты 5-го этажа, так это назову, здесь рядом с Инженерным замком, с Летним садом, напротив Чижика-Пыжика. Вот, пожалуйста, отель Оболенский. Заходите, говорите, ну это летом. Заходите, говорите, что вам на террасу наверх. Ну и вам говорят, лестница там, лифт там, езжайте. Берете чашечку кофе и наслаждаетесь видами. Так, друзья, пойдемте здесь. К Чижику-Пыжику не пойду сегодня. Уж извините. Мойка замерзла, но под мостами здесь на этих промоинах продолжают зимовать утки. Вот вылезла парочка, плюс голуби с ними тут водичку попивают. Да, идем, куда глаза радуются. Ну, я ж тоже как бы так. Не хочу повторяться, поэтому... Ну и вдруг, если у вас какие-то есть пожелания, просьбы, мольбы, предложения, я готов. О, мы, кстати,
Вот, я все придумал. Ну, по крайней мере, план капкан на ближайшие 10 минут. Зайдем, если открыто, Михайловский сад Михайловского дворца. Пройдемся через него насквозь. Выйдем напрямую. Чижик-пыжик у нас прямо здесь. Вот куда я где-то там показываю. Напротив солнца. Сейчас в тень зайдем. Вот. Я отсюда не вижу. Он вот чуть ниже кромки этой набережной. И вот все люди, которые стоят, это желающие попасть в Чижика-пыжика монеткой. Здесь перехода нет. Я не хочу перебегать. Так, Александр говорит, с высоты это в азимут и можно кофе. Да, это немножко другая сторона, это также фонтанка. Ой, я широкий угол включу. Это также будет фонтанка, только фонтанка здесь, то у нас начало, да, вот у нас Нева и фонтанка начинается. А гостиница Азимут это у нас противоположная часть фонтанки, фонтанной реки. Там гостиница Азимут, и там действительно где-то на одном из последних высоких этажей есть ресторан со специальными организованными местами в виде барной стойки вдоль окон. И вы можете с шикарным видом уже на ту часть Ленинграда, извиняюсь, Петербурга, район Коломны, Египетский мост, вот все там производственная часть, там это все можно понаблюдать, естественно. Так, что, летний сад у нас открыт для прогулок, но зима, у нас все фигуры будут. Так, Олеся говорит, что как будто бы гуляя по этим местам с вами. Да, вы совершенно, Олеся, правы. Изначально формат моих прогулок и основывался на том, как будто бы мы идем, что называется, рука об руку и смотрим город, рассказываем что-то друг другу. И я вот делюсь с вами, вы в комментариях в чате со мной. Так, выходим пока что к Марсову полю. Когда-то Потешное поле, Катькин луг и все. Канавка летнего сада. Когда-то там еще красненькая канавка была, по-моему, да, или какая красненькая, речка красненькая Лафтова была. Ну, в общем, с той стороны еще канавка была. Изначально вот этот канал и противоположный, который шел вдоль тех домов, был вырыт для того, чтобы этот луг осушить. Потому что была болотистая местность, а про болотистую местность сейчас как раз вам два факта воедино скрещу. Еще и про метро вам скажу. Когда строилось метро, то вот эта местность Марсового поля тоже предполагалось, что, возможно, где-то здесь сделают выход из метро, потому что по логике вот данная местность достаточно далеко удалена от всех метро. То есть у нас по Садовой пойти там Гостиный двор, через Спас на Крови, что там у нас, канал Грибоедова выход. И следующее ближайшее это только вот в Чернышевск, откуда мы пришли, там Восстание в ту сторону. И вот прям напрашивалась здесь станция метро. Но когда начали проводить инженерные изыскательные работы, оказалось, что здесь под Марсовым полем, лужа, такая прям воронка и глина, которую вся эта воду держит. От чего-то здесь болото-то и было, потому что глина держала воду. Да, каналы сделали, воду отвели, но просушили только верхний слой. А метро не получилось здесь сделать, потому что здесь
как-то, я не помню, как это правильно называется. Но, в общем, грунт не позволил. Как интересно, шпиль Петропавловской крепости у нас над домом, над мраморным дворцом возвышается. Так, ладненько. Так, Александр, вы все врете. Вы говорите, до пандемии вход в летний сад был платный, а сейчас бесплатный. Я вас уверяю, вход в летний сад был бесплатный всегда. Вы не это. Не идите, идите. Не надо. Летний сад был бесплатный всегда. Сейчас обойдем и к этому портику подойдем уже. Конечно, можно ломануться по льду, но я думаю, там товарищ в будке нас это не оценит. Наш порыв. О, троечка трамвай едет. С флажком Санкт-Петербурга. Я что-то так думаю, по такому случаю, раз растральные колонны сегодня зажжены, то есть смысл дойти до них. Ну, вообще да. Несколько дней морозы стояли, по крайней мере, ну, про лед сейчас я отвечаю. Были морозы, что лед, да. И сам не выходил в этом году на лед, но уже было несколько видео, когда люди на Университетской набережной напротив Медного всадника, только со стороны Васильевского острова, Университетская набережная, выходили на лед. Там где-то в районе, скажем, дворца Петра II, где-то в районе Кунсткамеры, там спускались на лед, и МЧС их гоняла. Да, было дело. Так, я вам обещал дойти до того портика. Кормушки для синиц с инструкцией, чем можно кормить, чем нельзя. Вот, а так как скорость течения в реках и каналах гораздо меньше, чем в самой Неве, то, скорее всего, лед на Фонтанке, на мойке, вот здесь на мойке, я думаю, сильнее промерзло все и толще лед образовался. Мы сейчас, я не знаю, вот я могу попробовать выйти. Хотя бы около берега на лед встать. В целом. Так, а как же Брусницын и Судак в Авоське? А при чем здесь Брусницын? Мы в Брусницыне уже гуляли недавно. Я когда от Горного института стартанул, от станции метро Горный институт, мы как раз прошли по косой линии, вышли на Кожевенную, вот там зашли в Брусницын, зашли в Севкабель, и потом по Большому, по Среднему проспекту, мимо Эрарты, в конце через проходные дворы от 6-й линии до 1-й насквозь я прошелся. По Ваське Гулина недавно прям.
Летом здесь кафешка открывается. Прям здесь выставляют столики. Так, дядя Коля говорит, не рискуй со льдом. Ты нам нужен. Уже прямо во время стрима YouTube рекламу ставит. Да, Мира, это правда. Если вы сидите через VPN, то да, YouTube ставит рекламу везде. Вот, и вот в этих дверях там кафешка. Берете кофеек, булочки какие-то свежеразмороженные, и выходите здесь на площадку. Чаёничаете. Так, ну что? Риск дело благородное, да? Вот тут вон боец охранника, в виде охранника ходит. То я не знаю, он нас будет отговаривать от того, чтобы на лед выходить. Друзья, слышали? 12 по полудню в Санкт-Петербурге. Это у нас на стенах Петропавловской крепости традиционно в 12:00 стреляет пушка, оповещая всему городу. Ну, вот тут легкий заберег есть. Видно, что отламывалась кромка. Вот. Но прыгать я, конечно, побоюсь. Не буду сейчас здесь. Да, у нас свои куранты, да. Ну и, наверное, сегодня, в честь такой даты, произвести выстрел холостым зарядом было поручено или доверено какому-то гражданину, возможно, блокаднику, не знаю, но такая возможность есть, традиция существовала. Так, как нам пойти? А здесь по этой дорожке. Так, что это за табличка? Клен астролистный. Посадка 1930-х годов, советский период. Ага. Из чего мы делаем вывод, что не все здесь деревья видали царей. Например, этот клен уже еще чуть-чуть и будет 100 лет, ну лет через 10. Дата сегодня 18 января 43 года. Прорыв блокады Ленинграда. Сегодня зажжены растральные колонны в эту честь. Зажжены они будут и 27 января, так как в 1944 году 27 января было полное снятие блокады. На 9 мая растральные колонны зажигают, в День города растральные колонны зажигают. Ну, там всех дат не помню, но их не так и много. Идем в саду Михайловского дворца. Вот это задняя часть. Все знают Русский музей, все на площади искусств к нему подходят, а мы с задней стороны, в саду, в парке. И сейчас идем к Спасу. К Спасу на Крови. Так. Я подумал, что ВС предупредительный воздух отговаривает вас, да. Я немножко сам трухнул. Так, поздравляю.
А в ВК рекламы нет на стриме, да, нет. Ну а так как вы там из-за рубежа, ну, понятно, почему я про VPN-то сказал. Если мы в России смотрим через там, YouTube через VPN, то получается для YouTube мы из страны какой-то не России, ну а там реклама в полном объеме работает, и ютубовская реклама, она работает везде, на всех видео, на всех стримах. Это как бы, ну, это привет ютубу. Все хотят зарабатывать. YouTube, так как это громадная коммерческая корпорация, она хочет зарабатывать в первую очередь. Она, конечно, с ютуберами, с теми, кто производит контент, каким-то мизерным процентом делится, но вот с Россией она не делится совсем. Так что могу только посочувствовать. И как вариант это поставить блокировщик рекламы в браузере. Работает великолепно. Не отвлекает. А если говорить про монетизацию в этом ВКонтакте, то чтобы мне эту монетизацию включить, в группе должно быть 10 тысяч подписчиков. Ну как это вот? 10 тысяч человек в группе должно, и причем они какие-то все должны быть живые. Так. Как бы нам тут пройтись. Ну, Вот, у вас этот блокер есть, но вот он должен рекламу блокировать, по идее. Поздравляю с датой. Ну, слушайте, тут поздравлять, я не знаю даже, как это. Надо ли с такой датой поздравлять, потому что все-таки это вроде бы и радостное, а с другой стороны событие в целом печальное. И как пелось в той самой песне, не знаю, не помню, как пелось. Ну, в общем, слезы радости, слезы радости. Обычно в эти дни на Манежной площади организуется экспозиция, посвященная снятию блокады. Я сейчас на разрыве. Мне бы на Манежную, это вот нам в ту сторону пойти. А я еще хочу выйти на набережную и посмотреть, поближе вам показать растральные колонны в огнях. Это нам в ту сторону. Так не, ну я без претензий, друзья, просто мысли вслух, извиняюсь. Давайте. Так, до Манежной дойдем. Давайте я сначала выйду на набережную. Тут у нас азиаты выделываются. Нет, не замерз, я нормально приодет. Руки мерзнут. Руки приходится. Я перчатки то сниму, то одену, то сниму, то одену. Ветрено. Вот не было бы ветра, вообще было бы хорошо. Вот приходится как-то так вот оперчатываться. Да, китайцы у нас там, да. У нас там китайцы здесь повсюду. Не так много, как до пандемии, но едут наши китайские друзья. А там непонятно, то китайцы, то японцы, то, ну, в общем, азиатские товарищи. Я вот так вот буду говорить.
Так, что мы здесь делаем? Давайте здесь перейдем. Здесь на Конюшенной площади разбирают сцену, ледовую площадку разбирают. Не буду я по Конюшенной идти. Здесь такое место, где туристов собирают. Вот видите, двухэтажный автобус приехал. Плюс есть экскурсионные вот эти вот автобусики в ретро-стиле восстановленные. А на этих автобусах, кстати, двухэтажных, интересная экскурсия. Ой, короче, они ездят по определенному маршруту, делают остановки в определенных местах. И вы можете выйти, вот ехали на этом, вы можете здесь выйти, а он дальше поедет. И таких автобусов ездит несколько по этому маршруту. Можете здесь погулять и сесть на следующий. На следующем продолжить свою экскурсию по городу. И этот билет действует там вроде в течение то ли одних суток, то ли двух. Тут надо уточнять. Я эти услугами не занимаюсь, не продаю и никаким образом не рекламирую, но вам просто говорю, что есть такая интересная штука. Так что погуглите, поузнавайте. Так. Госконюшни все на реставрации, слава богу. Ну, слушайте, да. Это они, когда принадлежали водоканалу, они умирали. И они вот в этом всем ужаснейшем состоянии доведены, ну, по моему мнению, водоканалом. Так. Как не поздравлять, тем более пятериться. Это же спасение чьих-то жизней, мой двоюродный дед. Так я же не говорю, не делайте что-то. Я вот как-то так. Ветер сильный, у нас сегодня +4. Привет из Питера, Галина говорит. Я лишь о том, что сама блокада это все-таки печальная история. Вот и все. Так, подходим к месту, где у нас начинается современный канал Грибоедова. Кто-то шапку потерял. Меховую. Когда-то речка Кривуша. Когда-то Екатерининский канал. О, самоварчик. Фотосейшн. В мехах, соболях. Такие вот у нас локации. Конечно, опять же, вот вид шикарнейший на Спас на Крови, но в очередной раз одна из башен в лесах. И все испорчено, получается. Когда-то это место было облюбовано, ну, может, до сих пор, свадьбами. Сюда приезжают прямо на этот изгиб моста, горбатого моста, молодожены и на фоне Спаса на Крови делают свои фотографии. Аноним 200 рубликов, спасибо. Куда же ваш снег делся? А ведь был на Новый год. Вы мира вообще вспомнили. Я вам за вот это время от Нового года снег выпал, растаял, снова выпал и вот снова тает. У нас же тут какой-то этот циклон. Я уже забыл, как его звали, потому что я не запоминаю. С Европы приходил, тут нас заваливало. А потом снег кончился, потеплело, пошел дождь. И вот этот дождь сформировал нам каток. И вот все, что от катка осталось, это вот здесь. Так как место нехоженое такое, нечищенное, прям вот, ну, понимаете, вот мы здесь в центре. Здесь у нас река Мойка, рыночек, где Пушкины затаривались, конюшенные дворы, инженерный замок, ну, Марсово поле, вот, ну, вот все. И вот такая история под ногами. Ну, шапку жалко, я тут могу, конечно, из проводов связать крючок, и мы эту шапку спасем. Но не буду. Так, давайте здесь выйдем на набережную.
как бы тут еще и не упасть бы. Как-то бывал я на экскурсии о временах Пушкина здесь, когда он жил. И как раз экскурсовод рассказывал, что в начале 19 века берега мойки в камне-то еще не были. Такие земляные берега были. А здесь был рынок. Можно было купить свечи, мясо, овощи. Ой, извиняюсь. Чем, в принципе, и тут затаривались. Понятно, что Пушкины сами туда не ходили, хотя в то время какая-то была такая мода, позаимствованная из Европы. Раньше ж крепостных отправляли, да, там, кто отвечал за закупки. Они сами все это дело закупали. Ну, соответственно, коррупция, даже не коррупция, но, в общем, процветала кража выданных денег, потому что хозяева сами не знали, что сколько стоит. Ну и крепостные могли себе немножко прикрадывать. Потом они на эти украденные деньги сами себя и свою семью выкупали. И на оставшиеся деньги открывали бары и трактиры, например. Да, каток под ногами, да. О, кстати, вот здесь еще тоже вот это здание. И вот там наверху тоже терраса, тоже ресторан. Так что имейте в виду, за конюшенными дворами, прямо здесь, в этом здании. Здание когда-то, кстати, продавалось целиком. Владелец в начале пандемии, владелец что-то решил бизнес продать. Вот не знаю, как сейчас, сменился владелец или нет. Так, что в этом рынке сейчас? Слушайте, не знаю. Я сейчас не знаю. Я могу, конечно, тут попробовать сейчас сбегать его, обойти кругом, но... Гузаль, не питерец, а петербуржец. Ну, Гузаль, давайте начнем спор. Я вам не то чтобы там докажу, что говорить Питер, во-первых, не зазорно, а во-вторых, правильно в том числе. Но еще и мы выйдем на то, что ханжи те, кто сам не отсюда, а отстаивает славное имя Петербурга. Никто не принижает и не унижает и не притесняет. Ну что, можно так, так и так. Главное, чтобы вы понимали. А все вот это вот нравоучения ваши, это все пустое и дешевое пустословие, вот так я вам скажу. Не помню, где у них правильный вход. По-моему, через арку заходите и там на лифте едете наверх в ресторан. Но вас, конечно, на входе спросят, забронировано ли у вас. Потому что, как правило, там всегда посадка полная. Так что надо бронировать. Знаете, вот, Гузель, вот про питерец, петербуржец, там, Питер, Петербург в целом. Уже много столько сказано и столько приведено исторических, даже тех же переписок, писем великих наших и поэтов, и художников, и исторических деятелей, где это было в норме. Кто-то мне начинает доказывать, что это московская придумка, что это москвичи уничижительно так относились к жителям Санкт-Петербурга и 5-10. Вообще бред бредовый на постном масле, вообще высосанный из пальца ровным счетом.
найдутся те, кто мне будет с пеной у рта доказывать, что Ленинград правильно, Петроград правильно. Ну, сколько людей, столько и мнений. Вы еще мне скажите, что я маршировать должен с правой ноги. Ваше мнение, живите с этим. Ну а куда без озона мира? Конечно. Город — это живой организм. Мы уже почти на Дворцовой площади. Там у нас виднеется зимняя канавка, где зеленое здание впереди. Но мы здесь повернем на этот переулок и выйдем все-таки на набережную. Дядь Коль, ну чё ты Леопольда включил? Дай порычать. Немножко градус на стриме поднимем. Тоже ж хорошо. Так, кот Бегемот, здравствуйте, у вас сегодня солнечный денек, как видите. Кот Бегемот, как видите. Утро не очень совсем у нас было солнечное. Я надеялся, что сразу вот так вот будет, но у нас часам к 11 только распогодилось. Или началось распогаживаться. Так, зеленый. Надо бежать. А то потом еще полминуты стоять. Хать. Переходим улицу Миллионную. Слева вот там у нас зелененькая, это уже Зимний дворец, Эрмитаж, Атланты. Кстати, да, если там будет проход через Эрмитаж, через двор, я пройдусь. Кстати, даже можем зайти во дворик Зимнего дворца. Так, что? Да, Роману спасибо огромное за стрим. Кстати, да, про лайки. Спасибо, Мира, что напомнили. Друзья, от вас не убудет. Не больно, не холодно, не жарко. Мне в плюс, каналу в плюс. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и по возможности можно еще и поделиться стримом в какой-нибудь социальной сети. Понимаю, что это уже не так актуально, как раньше, но тоже будет хорошо. Не знаю, сами коренные говорят, что им не нравится. Ну вот давайте конкретно коренных. Вы как будто бы собрали всех коренных, у всех спросили, все проголосовали. Если вы одного человека спросили, то я ходил и прям вот на Невском, не на Невском, а где-то во дворе там подходил, ну или там ко мне подходили, типа, что вы тут снимаете, я объяснял. И как-то задавал вопрос, а как вы? Говорит, да нам все равно. Да все равно. Ничего зазорного. Вы... Растральные колонны погасили. Вы видите, их, они не горят. Видимо, сильный ветер. Друзья, ничего себе. Они или в 12 их погасили, то есть вот у нас пушка. Сейчас я найду пушку. Ой, ветер. Через зимний пройдем, обязательно, не волнуйтесь. Так, пушку я так не вижу. Она, видимо, здесь крышей закрыта. Получается. Да. А растральные колонны погасили уже. Нам повезло, друзья. Мы в самом начале стрима увидели факела газовые. Я вот подошел ближе, думал, мы застанем, но нет, не застали. Ветер такой сильный, что, смотрите, даже знак упал. Так, и опять же, смотрите. Детский сад. Прямо на набережной детский сад. Штаны на лямках.
Так вот, самое-то смешное, да, Елена, вас поддержу, что больше бесятся и поправляют не коренные петербуржцы, не коренные калининградцы, кёнигсбергские, кёнигсбергцы. Вот. Это, знаете, как я видел видео, там товарищ оделся мексиканцем, ну, дело все в истории было, где там вот в тех штатах, которые граничат с Мексикой. Ну и ходил у американцев, спрашивал, типа, как вы думаете, оскорбительно ли я одет? И все американцы говорили, да, это экспроприация культуры, там вот это вот культурное насилие, 5-10, да, так нельзя. Потом этот товарищ пошел к мексиканцам и говорит, вас оскорбляет моя одежда? Он говорит, нет, все прекрасно, классно. Дом ученых имени Горького, что если кому там интересно, все исторично, все классно. Так вот, про мексиканцев говорит, мексиканцы ему говорят, нет, классно, парень, ты нормально одет, а у него, знаете, это пончо, шляпа, усы приклеены черные, такой стереотип. Вот. Так, колонны горят с 10 до 12, и вот мы с 10 до 12 успели их заснять, спасибо, Надежда, информацией поделилась. Так вот, сами мексиканцы ему говорят, нет, мужик, все нормально. То есть носители этой культуры ему говорят, нормально, ничего страшного, ты никого не оскорбляешь. А не носители культуры почему-то думают, что типа нет, это оскорбительно. Так вот, к вопросу об оскорблении. Нельзя кого-то оскорбить. Можно только лишь оскорбиться. Понимаете? Это касается всего, и культуры, и религии, и внешнего вида. Нельзя оскорбить целенаправленно. Если кто-то не верит в Бога и об этом говорит, то верующего, наверное, это оскорбит. Как это ты говоришь, что Бога нет? Но человек не хочет тебя оскорбить, он просто говорит, что я не верю в Бога, и все. А человек верующий, какой-то такой воинственно настроенный, скажет, нет, меня это оскорбляет. Ну, бред же. Так же и здесь. Петербуржец, питерец. Что здесь оскорбительного? Какой вот... Ой. Все, я выговорился, извините. Так, я в Ленинграде родился, живу в Питере. И вот видите. Так что давайте будем, во-первых, говорить сами за себя, в первую очередь. За себя. А за кого-то пусть вот они сами скажут. Ладненько, понегативил и хватит. Зимняя канавка. Тут до сих пор это вот одна часть в лесах. Раньше тут можно прям гулять. Тут спуск к воде такой небольшой есть. Там было поверье, что домовенок живет. То ли можно туда подойти, попросить у него чего-нибудь, то ли как-то что-то. Раньше это можно было гулять насквозь, прям до Миллионной дойти, на мойку выйти. Кто-то спрашивал, где живет Боярский. Боярский живет вот тут за углом на Миллионной. Так, друзья, теперь я включу режим кота Леопольда. Пожалуйста, не ссорьтесь. Пожалуйста. Я начал эту войну, я ее и закончу. Я могу сейчас ошибиться с названием, но там Шереметьевский, по-моему, проезд есть. Так, управление. Государственный Эрмитаж, управление. Вот можно зайти, сходить, но мы не пойдем. Я как затравочку даю, но не показываю, да, не захожу никуда.
Здорово подворовали крепостные, да. Было дело. Подворовывали. Айда к Боярскому. Нет, я к дяде Мише не пойду, не. Я снимаю на телефон. Телефон марки Apple. Мне тут в одном из стриме посоветовали. Говорят, надо iPhone для стримов покупать. Иначе вот, надо только на iPhone стримить. Больше нельзя ни на что другое. Вот пришлось. Друзья, показываю. Так, Шуваловский проезд. Здесь есть вход в Эрмитаж. Друзья, если какие-то проблемы с очередями, а мы вот пойдем там, где основной вход в Эрмитаж, то как вариант можно зайти еще здесь, в Шуваловском проезде. Здесь красивенько в целом. Одесситам мне нравится, когда называют их город Одесса. Именно через типа, да? Одесса. Да я, знаете, про Одессу слышал историю, да, вот этот вот одесситский типа выговор, вот этот вот с шоканием, вот эта вся история, что никто в Одессе так не говорит, как вот в фильме, в сериале вот этом последнем, который с Машковым, что это все наиграно и такого нет. Вот, про вход. Видите, здесь это деревянные двери. И есть как раз вход в Эрмитаж. Есть в том числе. И здесь никогда никакой очереди. Вход в музей, кассы. Видите, там вот стрелочками, конечно, показано, но вот. Все, гардероб, все как бы здесь есть. Все имеется. И главное, отсутствие очереди. Мы сейчас пойдем, конечно, во двор Зимнего дворца, посмотрим. И вы купили iPhone. Ну, это Мира, это я утрирую, смешу, как бы. Просто товарищ меня тыкал и советовал то, что и так уже есть. Поэтому глаз у него замылен был в тот момент. Обвинения беспочвенны, а человек показывал себя не с самой умной стороны. Вот и все. Итак, лайфхак. Идете в Эрмитаж. Не хотите стоять в очереди. Ой, сейчас мы выйдем здесь на набережную. Так, Ваня отправил добрый день. Спасибо за прогулку с Комсомольска на Амуре. Спасибо вам за донатик. Сейчас мы выйдем на саму Дворцовую площадь. Не буду тут в полемику вступать. Вот, у нас справа получается, что Дворцовая площадь. Сейчас мы на нее выйдем. Александринский столб. Ну и вот наши атланты любимые, где надо прийти, потереть вот эти все пальцы ему везде. Ну и, как вы понимаете, если вы на Дворцовой площади, то в Эрмитаж в центр не надо идти, а справа идете в Шуваловский проезд и заходите в Эрмитаж с Шуваловского проезда. Никакой кассы, в смысле никакой кассы, никакой очереди в кассу. Все быстренько. Но я сейчас еще зайду и во двор. Так, ура, мы идем к Зимнему. Мы уже тут у Зимнего ходим, шаримся. Вы чего? Отстаете? Мира. Что вы? Так, Александр, это разные музеи, надо правильный билет купить. Ничего подобного. Не разные музеи, потому что это все одно общее. Вы, будучи в Эрмитаже, вы все через эти проходы, и вы здесь все это дойдете. Вы дойдете до Эрмитажного театра, вы там упретесь. А здесь вы все нормально можете зайти. Как это разные музеи? Вы чего? Эрмитаж это и есть Эрмитаж. Это
сразу несколько дворцов объединены в один. И один из дворцов это Зимний. Опять же, открою тайну. Зимних дворцов в Петербурге не один. Так, Петербург красивейший из городов России. Здравствуйте, покажите атлантов. Ну, пожалуйста, атланты. Я к ним сейчас не буду подходить. Там много школоты, что-то все фотографируются. И, ну, не совсем по пути. Ну, пожалуйста. Мы уже проходили мимо атлантов. Я уже ему там атлантом минцы тер. Сейчас не пойдем. Про сам Зимний дворец. Сейчас он такого, не знаю, как правильно, бирюзового, что ли, зеленоватого цвета. Но Эрмитаж был и голубым, был и жемчужного цвета, и терракотового. Скажем так, какого он только цвета не был. Сейчас мы зайдем, пройдем через ворота, которые, по-моему, у Эйзенштейна, да, в фильме, или кто из режиссеров снимал «Взятие Зимнего» матросами, и матросы по фильму перелезали через ограду, через ворота этой арки. Ну, что в действительности, конечно же, не было, по факту. Просто это было для картинки, для кино более красиво. И вот они через эти ворота, матросы бегут, карабкаются, кто-то открывает, кто-то прямо на отворяющейся створке висит. Но опачки, ничего себе. Вот этой штуки не было. Вот это поворот. Вот это они тут что-то наделали. Раньше, смотрите, раньше вход был прямо, вы через двор проходите и уже стоите в очереди перед там входом. А что здесь такое наделали? У меня, конечно, вопросики. Смотрите-ка, там наделали. Давайте я зайду, вам покажу. Значит, у нас... А что я должен тут выкладывать? Здравствуйте. Вы работаете? Можно к вам? Да? Можно здесь? А? Куда? Чего? Чего надо-то? Чего? Надо-то чего? От меня вы что хотите? Съемку. Так. Нельзя. А что можно? Там во дворе нельзя? Вы ведете съемку, репортаж, что я не понимаю, вас микрофон не сломал. И что? Нельзя. Что? Где написано? Грубить нельзя, во-первых. Я не грублю, я вас спрашиваю, что вы от меня хотите? Я нормально разговариваю. Если доложу, с вами решать, что делать. Давайте. Что какой-то блогер начал нормально разговаривать. Значит, типа съемки и так далее. Есть нет, нельзя, конечно. Не знаю, было ведь, пытаемся, как говорят, но в любом случае про это будет снимать. Я в самом Эрмитаже не буду снимать. Вы уже в Эрмитаже. Ну, я во двор только зайду. Эрмитаж какой? Но. Да заказ нет, что он хочет зайти. Пускай или не пускай. Что вы хотите, репортаж снять какой-то? Я хочу показать и выйти. Показайте, выйти. Онлайн-съемка. Онлайн-съемка? Онлайн-съемка. Ну, сейчас стрим, и сейчас все люди... А? Контора какая? Никакая. Я. Блогер просто. Да. Вот просто блогер. Сам штатив электрический, маленький. Стабилизатор. Ну как китайцы ходят, знаешь, в плавающем. Вы китайцев тоже останавливаете?
Да. А здесь? Так, я отойду. Ну, он же мог пройти так пересечение микрофона, да. Это типа на усиление. Усиление какое-то. Да проходите. Сумочку на ленту, металл с кармана, кассу, пожалуйста, уберите со стола. Молодой человек, уберите, пожалуйста. У вас коммерческая съемка? Нет. Имейте в виду, если на этот репортаж, вы заработали этот денег, то Юра дел вам предъявит обвинение. Но если они об этом узнают. Ну, как я не знаю, узнают. Так. Так, Так, я сейчас это кладу. Сейчас, друзья, подождите. Все, ключи куда упали? Там. Все, спасибо. Магнит. Это он цепь. Спасибо. Видите, я так растерялся с вами. Весь расстроился. Так, сейчас все объясню, друзья. Сейчас все объясню. Кто это не отвалился еще от стрима, сейчас все объясню. В итоге блогер победил. Ай, спасибо. Вот они заставили меня, блядь, все выложить как это, как враг, как будто бы, государство. С кем борются-то? Со своими? Так, сейчас все объясню. Так, что вы пишете? Где предупреждение о том, что съемка запрещена? Так, смотрите. Конечно же, предупреждений нет никаких. Так, подождите, я сейчас поставлю вас. Ай. Так, я вас поставил, да? Я сейчас сам это запакуюсь. У меня тут такие сумки, пауэрбанки. Мне пришлось все выложить. Наверное, ничего не слышно было, да? Мне пришлось все выложить. В итоге этот товарищ с режимом вахтера решил позвонить вышестоящему этому господину своему. Тот ему начал что-то запрещать. В итоге я говорю, ну, вы сами слышали, что типа, а где тут написано, что тут нельзя, в Эрмитаже нельзя, как бы, хотя он же правильно сказал, что типа, как китайцы ходят с палками, и вот у меня такая же палка. В итоге в чем проблема? Так, где предупреждение? Это на каком основании этот был Хамид? Конечно, можно снимать. Перчатку потерял, это уже не профессиональная съемка. Звук пишет, тише стал. Так, ну, так, подождите, я что-то звук сейчас поправлю. Ну, собственно, смотрите, разрешилось-то все хорошо. Я, конечно, тоже такой немножко с наездом на них. Но видите, как... Ладно, помягче с ним стал говорить, и он помягче сам стал. В итоге он предупредил меня о том, что если это будет коммерческая съемка, и я на этом где-нибудь что-нибудь заработаю, Юра Дел предъявит мне иск. Понимаете? Вот, раньше проход здесь был свободный. Вы заходили через эту арку, шли здесь и подходили к входу. А с той стороны был выход. Так, кот Валериан, спасибо. Вот, и, собственно, тут видите усиление. Раньше все эти рамки металлоискателей были там внутри, но они, видимо, освободили и поставили здесь под аркой. Но в итоге-то, видите, меня пустили. И действительно, здесь столько китайцев с этими селфи-палками. Все снимают, все показывают. В итоге, ну, имейте в виду, что вот такая здесь история, чтобы даже просто зайти. Я же еще вот не внутри Эрмитажа даже. Я просто на улице. Да, это пространство. Сейчас мы немножко тут пройдемся, я вам покажу
Юра отдел узнает. Ну, вы слышали, я ему же сказал, говорю, если узнает. Он такой, типа, лицо скривил, типа, ну, он все сам, с одной стороны, понимает. Но человек на службе, пытается выслужиться, вот, заработать баллы. Но я здесь, я снимаю, стрим не прекращался, сами понимаете. У них инструкции, ну, это режим вахтера я называю. Режим вахтера, к сожалению. Так, у нас здесь из интересного и то, что вы могли в школах на уроках истории узнать, это о покушениях на царей. Все эти наши народовольцы, РСДРП и прочие товарищи занимались подрывной деятельностью. И взрыв как раз в Зимнем дворце тоже был. Кстати, мы можем даже сейчас зайти, немножко до касс дойти. Давайте это сделаем. Фиг с ним, с товарищем. Я вас покажу, проведу в камера. Я вам здесь внутри не узнает, и сколько билет стоит. Давайте я сейчас до касс дойду до кассы и покажу вам цены на... Здесь уже никаких рамок не должно быть в целом. Вот. Вот, сейчас нам надо... Здесь у нас как раз кассы и гардероб, туалеты, все есть. Сейчас цены. Я не вижу. Ну вот цены. Стоимость билетов, пожалуйста. 500 рублей главный музей. Входной билет с экскурсионным обслуживанием 1500. Так, приближу вас. Вот. И что у нас? 300 рублей для владельцев пушкинских карт и категории граждан, которые могут бесплатно посещать. Вот. Также в состав музея у нас входит Зимний дворец Петра I, золотая кладовая, бриллиантовая кладовая, ну и самая обзорная экскурсия. Что мы здесь можем увидеть и узнать? У нас, как вы заходите, сразу налево туда вниз у нас гардеробы, и там же сразу туалеты, если что. И вы уже в произведениях искусств. А сам вход у нас с той стороны. И раньше рамки вот там только были. А там сейчас турникеты и все. Также чего из истории? Раньше это в начале 2000-х годов, вход был здесь со стороны Дворцовой набережной. Только лишь здесь. Иногда, видимо, судя по рамке и металлоискателю этой ленте, открывают его здесь. Но. Я что хочу? Хочу почитать ваши сообщения. Так, пусть юридически китайцам претензии выставляет. Ну да. Но видите, я не могу прикинуться китайцем, ибо у меня недостаточно узкий разрез глаз. Вот, но мы там прямо уже видим сами все эрмитажные истории. Так, вход со стороны Иорданской лестницы. Аудиогид, но это для аудиогидов история. Вход только для групп. Вот, как раз здесь уже сразу группы у нас собираются и запускают группами, организованной толпой. Ну и там также у нас вход. Так, это очень маленькая очередь, летом много больше. Да, летом очередь стоит во всем дворике Зимнего дворца, конечно же. Так, большой гардероб, а там еще малый гардероб есть на 1400 мест, а здесь 3700 мест. мест. Ладно, давайте тогда идем на выход. Да, друзья? Так, согласна, очередь все-таки небольшая.
Ну, слушайте, для меня открытие было то, что там на входе через арку, во вход во дворик, уже установили металлоискатели и рамки. Там уже часть людей будет отсекаться. То есть очередь будет растягиваться, и очередь будет стоять на Дворцовой площади прямо. Это как бы такая себе история, наверное. Вот. Ладно, я иду на выход. Пройдемся через Дворцовую. Дойдем. Так, а что нам? Говорят, что выхода нет. А где тогда выход? Выход у нас через гардероб все-таки. Выход через гардероб. И мы выйдем сразу на Дворцовую набережную. Здесь есть камеры хранения. И я хочу, знаете, вас где-то здесь на секундочку оставить. По возможности. Извините, пожалуйста, можно я оставлю телефон, в туалет сбегаю? Прямо тут перед вами постоит. Не знаю, так вот. Чтобы, а то мне в туалете неудобно. Спасибо. Так, с микрофоном пошел. Вперед найди, вперед нет. Как вот? Вот. Тебе нет. Спасибо. Так, а выход у нас там, на набережную? Все, спасибо. Так, ой. Я тоже человек, прошу меня понять, простить и отпустить. Так, я иду на выход. Здесь у нас гардеробы. Слева-справа. Билеты купить, по-моему, дороже. По-моему. Но вход, по-моему, общий. Но если у вас, конечно, куплен билет, то вы, наверное, можете и без очереди это все дело пройти. Так, выходим. Хоп. Ага. С колясками тут все сложновато. Ящик был на месте, и вот он такой повыслуживаться решил. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну да, видит, у меня микрофон висит, ну да, камеру, ну я поставил, а что, я снимаю или не снимаю? С другой стороны, самое смешное, я же мог это все дело убрать, пройти через них и все достать снова, правильно? Правильно. И что бы он как на это повлиял? Никак, и он сам это понимает. И он даже в ходе звонка вышестоящему товарищу, он это уже сам понял, я видел, слышал, как у него полемика поменялась. Он этому товарищу, который ему сказал, что типа нет, нельзя, он сам ему доказывает, что типа, ну он же вот типа сейчас пропустить типа мы не можем, если он сейчас вот уберет все, он пройдет и там все достанет. Я ему такой киваю, да, я так и сделаю. И все. Так, не побоялся, телефон оставил. Ну я такой, да, не из сыкунов. Да. Ну, слушайте, я телефон-то, мне бабушка-вахтерша сказала, да, присмотрю. Так, тут приставалы-прилипалы, не ведитесь. Тут самозванцы. Будут вас разводить на всякие... Приветствую, барин. А кто ты, самозванец? Человек-паук. Паук? Нет, не надо. Мы не хотим. Нас 130 человек из Петербурга, а вы, самозванцы? Местным колоссальные скидки, соглашайтесь. Красиво потратим ваши 500 рубликов. Вот если сейчас задонатят,
Или это скажут, что типа нет, не ведись на это. Давайте, кидайте бабки. Ладно, хорошей вам работы. Так, тут позитивные. Обычно с негативом меня встречают. Перегибы на местах, да, особенно у вахтеров. И извините, но это не охрана, это вахтеры. Режим вахтера. Охрана должна осуществлять, во-первых, защиту, ну, чтобы не безобразничали, это раз. Да? Соответственно, у них задача не провести, чтобы не пронесли ничего запрещенного. Это два. Все остальное, что я делаю и как я делаю, их вообще касаться не должно. Они лезут уже не на свою территорию. Кто-то это понимает, кто-то нет, к сожалению. Но вот тут товарищ понял, спасибо ему. Если он увидит видео, передаем пламенный привет. Все хорошо разрешилось, претензий не имеем. Елочка. Наша новогодняя елочка. Так, дядя Коля, отлично чувство юмора у Ромы. Красавчик, спасибо за стрим. Так, идем. Проинспектируем, как елочку снимают. У нас в этом году было несколько оказий с елкой. Во-первых, улетела звезда. На вершине была звезда, ее ветром сдуло. Оказия номер раз. Оказия номер два. С тем же ветром связанная. Елочка у нас была кривенькая. Не кривенькая не сама по себе, а стояла криво. Заваливалась. Как раз вот по нашему ходу движения она налево заваливалась. Туда вот, к Певческому мосту накренена была. Опять же, все ветер виноват. Третья оказия, елка загорелась. Где-то на вершине, ну вот где-то я сейчас показываю, в верхней первой четверти от гирлянды загорелся, ветки загорелись, там какая-то мишура загорелась. Дым был, тут приколы были свои. Так, эта дама тоже ко мне приставала осенью. Вот, видите, тут все свои да наши. Тут постоянные работники. Ну вот, очередные короли и их приспешники. Тут же там Петр и Екатерина зачастую ходят. Также еще и тут какой-нибудь граф Шувалов может ходить. Или там Потемкин какой-нибудь. Вот. Ну, смотрите, с чего начинается разбор елки. Во-первых, открою большую тайну. Деда Мороза не существует. Это первое инсайт. Второй инсайт. Елка-то на самом деле не такая пышная, как была из леса. Достигается путем втыкивания в нее дополнительных веток. Во-первых, здесь вот эти все елочки, они были по периметру, стояли. Тут, ну, красивая инсталляция, вся это была история. Плюс очень много в эту елку воткнуто еще дополнительных веток, чтобы она была попышнее. Ну, сейчас пока снимают украшения, дальше достанут дополнительные ветки, ну и уберут елку. Я думаю, даже, возможно, это все за сегодня, максимум за завтра произойдет. Так, что вы пишете? Это да, так, друзья, не забывайте поддержать канал. Дядь Коль, спасибо за такой смачный призыв. Горку там у Певческого моста тоже разбирают. И мне кажется, что на Манежной площади ничего к блокаде-то не сделали. Что-то мне вот это думается. Вот к 27 января, я думаю, там экспозиция будет ко дню снятия блокады. А к сегодняшнему что-то нет. Что это? Здравствуйте, самозванцы. Как? Ну, чистые самозванцы. Потому что я там уже таких вас видел. Двойников. Они вот не обиделись, а вы обижаетесь. Ладно, удачи вам.
Ну, звезду подобрали и поставили обратно. Все нормально со звездой. Никто не заметил, как будто. Заставили меня все карманы. Сейчас у меня все было по карманам разложено удачненько, правильно. Так, у нас что, уже по этим часам час дня? Это мы что, получается 3 часа гуляем? Ну, пройдемся еще по Невскому немного. Да? Я думаю, не помешает. В такую солнечную прекрасную погоду оцените Невский. Так, уйду в тень, а то солнце слепит. Я даже, и вы, наверное, не видите, я не вижу, куда иду. Оп, хорошо. Так, а здание главного штаба, там действительно какое-то военное ведомство, или это музей. Какое-то ведомство и какой-то музей. Вот сейчас здесь, в этом флигеле, вход, и там часть экспозиции Эрмитажа. В левой же части это действительно здание главного штаба. Ну, как минимум, наверное, Северного округа. Как минимум. Но могу ошибиться, не военный, не знаю. Весна, птицы поют. Нет, Тата, это обман. Птицы не поют. Это сидит торговец с этими свистульками. Знаете, как у нас вот в детстве были эти свистульки, где водичку наливаешь, и она так булькает и свистит. Прикольно. И вот сейчас эти свистульки снова в моде. У каждой станции метро здесь на пешеходной части Большой морской улицы тоже ими торгуют. О, давайте я зайду, спрошу глинтвейн. Если там будет алкогольный, я куплю. Да? Что не купить-то? Кофе идти. Ой. Это здесь? Наверное, здесь. Здравствуйте. А у вас глинтвейн? Да. Алкогольный? А как так? Вы можете его сделать алкогольным по желанию. У нас так делают все. Красно-белое напротив. Я понял. Это лишний маневр. Но вы хотя бы будете уверены в том, что вы пьете, потому что не зря же убрали в дубе эти все глинтвейны. То есть это подоплека вон она в чем. Неизвестно, что там наливали. Неизвестно, да. И мы поэтому как бы вот именно такой вариант предлагали. Я вас услышал. А так сколько? Что почем? Ваш глинтвейн? Ну, 200 рублей большой бокальчик, поменьше 150. Давайте берем большой. Есть разные варианты. Так. Смотря там, допустим, с чем вы мешать будете. Да я ни с чем, я согреться. Я уж не буду. Пиха, имбирь, брусника, классический. 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 По карте будет? Карта. Большой мне. Можно прикладывать. Угу. Ну, у вас есть там пару минуток покурить, пока готово. Вы постучите мне, да? В стеклышко? Да. Ладно. Так, друзья, ну вот так. Давайте зайдем, посмотрим заодно, что у нас там во дворе, в арочке. Как живут. Здесь же, получается, возможно, есть жилые квартиры. А может быть и офисы. Но, по крайней мере, судя вот по этой лестнице красивечной, скорее всего, может быть и жилые квартиры здесь. Вот. Глинтвейны, смотрите-ка, у нас все глинтвейны сделали безалкогольными, а дальше вы занимаетесь разбавлением по собственному вкусу и усмотрению, что называется. Я в прошлый раз заходил в арочку, которая чуть дальше. Сейчас здесь постоим, нас позовут, наверное. Вот. Дождемся глинтвейна своего безалкогольного. Так, надеюсь, тут связь не пропадала. Сейчас дождемся, глинтвейн возьмем и пойдем на... Пойдем на Невский. Дойдем до Манежной, все-таки проверим.
Кстати, да, вот один из дворцов, вот здесь вот на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы, это тоже Зимний дворец. Давайте, нет, я сейчас не могу загуглить, пожалуйста, если у кого-то есть возможность, сейчас в картах вбейте, надо адрес уточнить. То есть угол Невского проспекта и Большой Морской, вот этот такой полукругом дворец, надо посмотреть адрес, а потом загуглить адрес. Вот, загуглить адрес и на City Walk, как он называется-то, Walk City или City Walk сайт, там есть информация историческая об этом здании. Кто может, действительно, друзья, пожалуйста, я пока жду, загуглите, вот что это за здание. Пока товарищ нас глинтвейн нам делает. Обычно глинтвейны уже бывают готовые. Здесь и горячий шоколад за 200 рублей. Поэтому-то и на Манежной площади в рождественскую ярмарку не было алкогольных напитков. С одной стороны, это как бы типа детское мероприятие, а с другой стороны, а что такого? Ну, хочешь безалкогольный, покупай безалкогольный. Хочешь алкогольный, покупай алкогольный, да? Ну, как бы. Видишь, что ребенок покупает, ну... Ждем. Сейчас жду глинтвейна. Вайн. Тогда уже, да, глинтвайн. Да, мне пришлось безалкогольный купить, но товарищ говорит, сходи. Оп, все, спасибо. Хоть. А как вы правильно называетесь? В плане места? Местечко, да. Айскрим бар. Все. Айскрим на Большой Морской, пешеходной части, друзья. Ну, там видели. У меня сейчас стрим просто. Все, спасибо. Вот такой, ну, не маленький стаканчик получился, 200 рублей. Ну, а дальше здесь где-то красное и белое, где можно купить алкогольную продукцию. Что-то я не вижу где. Ну, где-то тут недалеко, якобы. И дальше разбавить как надо. Так, Строгановский дворец, филиал Русского музея. Так вот этот Строгановский дворец, это тоже был Строгановым построен как Зимний. Вот, так, еще одни самозванцы. Ой, как горячо. Сильно горячо. Как у них забавно, эта треуголка одета на шапку вязаную. Кошмар. Они так ужасно все одеты. Вот, Невский проспект, дом 15, по-моему. Да, дом 15. Блять, обжигает мне, спасибо. Ой, вот эта часть Невского проспекта, я вам уже много раз говорил, моя самая нелюбимая, потому что здесь достаточно узко, и в дни, когда много туристов, здесь просто не пройти. Здесь толкаешься, и как на рынке. Ну, сегодня вот я вроде иду спокойно. Так, передайте, пожалуйста, привет Эрните и Мурадину. Передаю привет. Так, а давайте Мурадин. Пожалуйста, через донаты. Все приветы. Пожалуйста, туда. Литературное кафе. Кто там хотел судака? Заходить сейчас не буду, но надо понимать, что вот эти вот лавочки, что эти плиты гранитные, это вся история, связанная с Пушкиным. Именно здесь, в литературном кафе, Пушкин ждал своего секунданта перед тем, как поехать на ту самую дуэль с Дантесом. Хотите прикоснуться к истории, к такой литературной истории? Вот заходите,
отведаете какого-нибудь явства. Только на дуэль, пожалуйста, не едьте. Все мы знаем, чем это заканчивается. Хотя, опять же, про того же Пушкина, про его дуэли было много сказано, но мало кто об этом знает. В те времена вызвать на дуэль было делом обычным. Много дуэлей не состоялось, потому что все-таки договаривались на берегу, что называется. Какие-то дуэли проходили, не попадали и все такое. Дуэль Пушкина с Дантесом своеобразная была, ибо там была затронута честь и достоинство мужское. И ранение Пушкина в области живота ближе к паху было не случайно. Дантес целился не в живот, а Пушкин-то не хотел Дантеса убивать. Так что вот все получилось так, как получилось. Там, подождите, дом купцов Елисеевых уже кто-то пишет. Большая морская 15, Татьяна. Ой, Большая морская 15. Невский проспект 15. Вот этот загуглите, пожалуйста. Все-таки это Елисеевых или Строгановых? Аноним 100 рублей за озвучиванный привет Эрните и Мурадину. Да, Эрнита и Мурадин, вам особенный привет. Всех с солнечной погодой в Петербурге. В целом, отвечаю Мире, глинтвейн как глинтвейн. Конечно, не хватает одного ингредиента. И все вы понимаете, какого. Ой, какая-то делегация едет. Как будто бы там машина с мигалками впереди ехала. Ну, такая, не очень особенная. Пойду по этой стороне Невского. Не буду переходить в этот раз к Казанскому. Уже сняли украшения на Большой Конюшенной, как вы видите. Дом Мертенс с этими громадными стеклянными окнами. До санкций и после здесь располагается магазин Zara. Ну, теперь вот под этим брендом MAC. Так и подождите, вот это здание, которое от Мойки до Большой Конюшины, это все один дворец, нет? Я обшибаюсь. Тут на днях читал про Сенную площадь, историю Сеной, вообще как проектировалась, как застраивалась, тоже интересный момент. Как появился Московский проспект, как Садовая в Старопетергофский была объединена, как по Садовой улице вот эти все площади, рынки, соборы, дома с башнями, все это было в едином стиле, в единой какой-то в едином плане, скажем так, градостроительном. Но в момент, когда снесли соборы и на Сенной площади, и, ну, благо Никольский не разрушили. Ну, в общем, приинтереснейшее чтиво было, скажу я вам. Дом Чичерина. Так, что-то мы тут уже все в кучу, все в один котел собрали. О! Пойдемте-ка я проверю один проходной двор. Вот я вам сказал, что к Казанскому идти не будем, но получается, что сейчас дойдем. Я хочу проверить один проходной дворик.
Невский 24, бывшее кафе «Мороженое». Мы, студенты, называли его лягушатник. Подождите. Как это Невский 24? Невский 22, 24 это лютеранская церковь Петра и Павла. Вот, смотрите, фотограф впереди. Вот этот фотограф, не ведитесь на эту херню. У него фотоаппарат хуже, чем ваша фотокамера в смартфоне. А вас разводят на деньги будут впоследствии. У него говнозеркалка с говнообъективом. Он ее в руки вчера только взял, а предлагает вам что-то неимоверное. Так, переходим Невский. Так, особняк на Дворцовой, царская охрана. Так. Была в лягушатнике. Так. Пойдемте на солнышко выйдем. А нет. Пойдемте на Казанскую. Я по Казанской улице пройду, мне там до переулка надо выйти. Да, вот эти все разводилы, которые вот здесь вот, ну здесь сейчас ходят с фотоаппаратами, у них реально старые зеркалки, типа Canon, там, не знаю, D300, 350, 400, ну старые, им, не знаю, уже 100 лет в обед. Объективы пластмассовые, китайские затычки, и они вам якобы предлагают сделать качественное профессиональное фото. Говорю вам ответственно, на ваших всех китайских смартфонах камеры уже стали лучше, чем эти зеркалки. Ну, плюс-минус, умеют делать. Ну, впоследствии один фиг, вы эти фото максимум в инстаграмчике выложите и все равно распечатывать не будете. Вот. А денежков с вас будет драть за то, чтобы скинуть. Ну и смысл какой был, да? Это так же, как с этими сфотографироваться. Или на Невском была история. Идет мальчик с девочкой. К мальчику, со стороны мальчика подходит темнокожий товарищ. Ну и дает ему розочку, типа, подари подруге своей розочку. Ты такой, нифига себе, классно. Ну, было бы классно, да? И такой берешь эту розу, даришь девчонке. Она вся такая расплывается. Ой, это мне, вот эта вся история. А потом этот негритенок тебе говорит, давай, 500 рублей. Или там 1000, или там ну сколько-то. А ты же заднюю включить не можешь. Ты же уже эту розу подарил. И соглашаешься. И даешь ему деньги. Мало кто отказывался, как бы, потому что, ну, ты ж дал и все. Ну, я видел такие истории, где этих чертят нахер посылали. Вот. Потому что объективно это что? Ну, вызывай полицию, что? Мы в России, у нас это толерантненько. Не ругайтесь. Опачки, смотрите, как можно просто открыть. Хоп-хоп. Здесь у нас выход из Казанского собора. А может быть и вход. А, здесь вход тоже. Можно в Казанский зайти. Но я думаю, мало кто оценит, если я сейчас с камерой в Казанский собор зайду и буду ходить, что-то там вам нашептывать. Короче, про что я? Про то, что есть масса способов развести туристов. Один из них, это вот, все мы знаем, прилипалы, типа сфотографироваться с царем, с королевой, с царевной, с лягушкой, с кем угодно. Потом вот эти вот фотографы, плюс эти цветники, ну и все возможные истории. Друзья, не ведитесь на это. Так. На самом деле я иду сейчас проверять двор проходной. Это мы сейчас идем по
Казанской улице. Там интересненько. Мы должны зайти в арку, через дворы пройти, попасть в парадную и с парадной выйти обратно к Казанскому собору. Зазывалы на экскурсии, да. Тут, ну, там зазывалы такой, да. На улице тут уж как бы не развод, но просто как это называется? Господи, слово-то русское забыл. Агрессивный маркетинг, вот. Агрессивный маркетинг. Так, попытка номер раз. Это вот эта арочка. Хоп-хоп, закрыто. Ладно. Не она. Вот там впереди машина в арку заезжает. Надо за ней шмыгнуть. А, я не успею. Надо успевать. Так, очень интересно. Оно или не оно? Смотрите, потом мы такие идем сюда. Здесь есть дверка. И мы в эту дверку заходим. Оказываемся в парадной. Проходим ее насквозь. Видите? Ну, тут лифт в центре как установлен. Такая парадная не сильно красивая, но дойду до окна. По 2 квартиры на этаже. Уже окна поменены. Так, что вы пишете? Нет, не зеркальные фотки, фото лучше получаются. Кстати, Рома, а у вас есть теплые установки с обогревателями, с розетками. Казанский я нормально отфоткал внутри. Кому интересно, добро пожаловать на мою страницу. Константин рекламируется. Маркетинг с Невской стрит. А почему у нас многое что запрещают, а самозванцев нет? ТЛ, Строгановский дворец. Он дальше. Да. Так, ладно. Прочитал. Так. Выходим. Главное, мусор. Урна. Возвращаемся на Невский. Выйдем сейчас к каналу Грибоедова. А в этом доме как-то даже квартиры продавались. И в этой квартире где-то окна выходили вот прямо на Казанский собор. Платная парковочка у Казанского собора. Кафе Крипто, вот там в подвальчике. Да, в Телеграм там постятся фотки. Ну, конечно, привлекает внимание красивые парадные. Сейчас я и шел на обум. Я просто знал, что есть такое, но сам никогда не был. И вот сейчас пришел вместе с вами на разведку. Ну, контраст. Слушайте, если какое-нибудь снять видео, ну, якобы ты такой раз из квартиры выходишь, вот идешь по этой ужасненькой парадной, открываешь дверь, и тебе нарисовывается Казанский собор с этими колоннами, да.
Это такой дикий контраст. Как вам солнечная погода в Петербургах? Ветрено, конечно, но что поделать. Вот, Антонина, молодец, правильный ответ. Благодарю вас. Зачитываю. Невский, 15, Зимний дворец Екатерины, дом Чичерина. Горький в 20-е годы там основал Дом искусств, диск, где жили и творили писатели. У Форш есть книга. Ольга Форш, кстати, жила на Рубинштейна. Сумасшедший корабль о диске. Угу. Спасибо, Антонина. Так, а сколько стоит примерно квартиры с видом на Казанский собор? Слушайте, не могу сказать. Все зависит от многого. Ну, давайте назову вам цену. Например, квартира полностью обставлена, ремонт уже сделан, современный, то есть, ну, в общем, вот все сделано, 40 миллионов. 35-40 миллионов, 100 квадратов. От 100 квадратов даже, там, 100-150 квадратов. 40 миллионов. Вот такую отсебячину скажу. Буду где-то около плюс-минус прав, потому что, еще раз повторюсь, очень от многого зависит. Коммуналка ли это, да, то есть надо ли там делать ремонт, или ремонт уже сделан, потому что, знаете, можно купить коммуналку за 20 миллионов, а потом еще 20 миллионов в ремонт вложить. И в итоге это у вас на кармане должно 40 быть, как минимум. Поэтому... Вот, кстати, у нас сейчас хорошо виден американский орел на куполе Зингера. Там даже на щите американский флаг, кстати. А я до сих пор урну не нашел, мне стаканчик надо выбросить. Вижу. Так, вопрос к петербуржцам. В храме Успения Богородицы стоят металлические цилиндры. Что это? Обогреватели? Скорее всего, вы имеете в виду, там такие, они не просто цилиндры, а, наверное, еще и с пластинами по бокам, так веером вокруг. Если с этими пластинами, то это батарея паровая. Было паровое отопление. Я такие батареи, кстати, видел в театре комедианта, там где театр комедии, там где гастроном Елисеевых. Ремонт так себе. А ремонт где? Сейчас в этом доме 125 метров стоит 60 лямов. Вот, видите, вот вы даже посмотрели сейчас сходу. Евгений Ивдель, спасибо за сообщение. Так, почему-то не выводятся сообщения. Я вижу, что прилетает донатик, но нет сообщения. Я что-то не понял. О, колокола бьют. Колокола бьют не там. Колокола бьют на Думской башне. У нас 1:30 дня. Вот. Нет, кстати, Наталья, да, спасибо. Я просто сейчас не могу прям на ходу посмотреть. У меня интернет отвалился на втором телефоне. Чего-то, почему-то. Сейчас попробую починить на ходу. Не знаю, получится или нет. Так, секунду. Не знаю, если... Давайте я здесь немножко остановлюсь. Техническая остановка.
постараюсь починить интернет и, надеюсь, ничего не сломаю. Мы тут, кстати, у большого гостиного двора оказываемся. Отвечу, кстати, по ходу про остановки с подогревом. Вообще история, но я никогда ее не встречал. Почему-то. Возможно, где-нибудь в странах Европы эта вся история есть. Так, интернет починен. Хорошо. Что я могу, если что, кого-нибудь заблокировать, если кто-то хочет, чтобы с ним это сделали. Так, хочу посмотреть, проверить последние сообщения, то что в донат алерте вы присылали. Почему-то они без сообщений. А нет, с сообщениями тут все есть. Вы просто не пишете. Это просто вы не пишете. Так, могу повторить, если интересно. Папа-пара-пап. Так, вот, наверное, давайте вот это повторим. Так. Штурмом Зимнего доволен. Кот Валерьян написал. Да, прям пришлось Зимний штурмовать, кстати. Вы правы. Так. Спасибо за ваши стримы. Узнаю много нового о любимом городе. Аноним написал. Так, Алена Омск, спасибо за прогулку, говорила. Так, Евгения, это я читал. Перемяк соленые уши. Так, дядя Сережа Собянин тут нам насыпал неплохо. Клещ Валерий. Ага, ну все. Так, это мы прочекали. Так, что-то я хотел еще прочекать. Так, Cloud Tips сейчас проверю. Оттуда донатики. Так, у большого гостиного двора, как вы можете заметить, елочку убрали, но Дед Мороз еще стоит. Дед Мороз на месте. Так, Cloud Tips. Добрый день, спасибо за прогулку. Привет с Комсомольска на Амуре. Спасибо за хорошие прогулки от Юлии из Новосибирска. Светлана желает хорошей прогулки. Это то, что было сегодня. Хорошо. Хорошо. Так. Что я еще забыл или не забыл проверить? Так. У меня чат закрылся. Закрылся чат. Его надо починить. Как это сделать? Ага, вот он. Так, слева от мойки это Строгановский, а справа дом Чичерина. Ну, возможно, они там, слушайте, они какие-то прям один из другого вырастают, и они все в одном стиле сделаны, как будто едино все. Так, непонятно, один горят с желанием купить квартиру в старом фонде, а другие бегут оттуда. Но я не знаю, кто бежит. Бежит и расселяются коммуналки. Причем, знаете, люди сознательно не делают ремонты. Так, у нас в Астане почти все остановки с обогревом, но тут есть рядом с обычной остановкой стоит теплая остановка, и это шикарно просто, да? Слушайте, я такого не... Я, во-первых, на автобусах почти не езжу,
Поэтому за теплые остановки сказать не могу. Вот. А про то, что люди некоторые бегут, якобы бегут из старого фонда, очень разные квартиры, очень разные истории у людей, почему они там вынуждены уехать или переехать. Я вам так скажу, есть люди, которые живут просто в говне и вот в ужасных условиях, в коммунальных квартирах, и уезжать из них никуда не хотят. Хотя бы могли, я уже в начале стрима об этом говорил, хотя могли бы продать свою комнату в коммуналке и на эти деньги купить в спальном районе однушку, да, и жить ни с кем не мирясь. Но люди не хотят этого делать. А другие, прям как манную с неба, наоборот, ждут, что какой-то инвестор придет и выкупит их коммуналку целиком. Да, всех расселит. А еще такие приколы же есть, что в коммуналке человек владеет одной комнатой. Но это вот точно знаю, пряничный домик в районе Владимирской станции метро Владимирского собора. Человек за эту комнату просит 2 двухкомнатные квартиры за одну комнату. Понимаете, какие цены? И в этой комнате нет ремонта. И это он просит у тех людей, которые пытаются эту коммуналку выкупить. То есть они выкупают по одной комнате, как деньги появляются, делают ремонт и как-то живут. И вот им такую цену заряжают. Ну и, конечно, цена максимально завышена, к сожалению. Так, в каком месте вы живете? Я метро Ладожская. Я не метро Ладожская. Я не буду говорить, где я живу. Ну, какой смысл? Я живу в Петербурге. Не вижу смысла об этом говорить сейчас. Галина, уж простите. Я много раз говорил, что в целом о чем-то личном, да, не касаемо Петербурга, я говорю крайне редко. Саму напрягай или у тебя? Вот, так, мы подходим уже к Малой Садовой улице. Я хочу просто выйти на Манежную, посмотреть, что там сейчас. Так вот, я тему-то что-то не начал, да, не закончил по поводу кто-то бежит из старого фонда, кто-то наоборот стремится. Очень такое, знаете, странная история иногда. Тебе же может не повезти, ты купишь квартиру, будешь там делать какой-нибудь дорогостоящий ремонт, а над тобой какая-нибудь сраная коммуналка с ужасными соседями, какими-нибудь алкоголиками и тунеядцами. Это я вам машу тенью. Вот. Ну и ты там ремонт-то сделаешь, а они тебе его там загадят. Что-нибудь зальют или еще что-нибудь. Конечно, таких квартир становится меньше и меньше, но коммунальный фонд в Петербурге до сих пор очень большой. Вот. Так. А вот чуть дальше, с другой стороны дороги, кафе «Фарш». Ой, ну что вы кафе, вот мне за коммерцию спрашиваете. И Мурадин, я, видишь, немножко не вовремя чат читаю, я твое сообщение пропустил. Да, это Малая Садовая, Дмитрий, да. Здесь можно вот в этот дворик нырнуть и пройти насквозь, минуя вообще Манежную площадь. Вот чаечки орут. У нас прямо по курсу, вот там я обернулся сейчас, памятник Екатерине Великой и Александринский театр. Ну и солнце в Петербурге. Радуйтесь, друзья. Радуйтесь, друзья. Улыбайтесь. Не так вот. Сейчас что-то не включается. Эй, камера. Как это работает? From camera.
Представьте, что у меня очки вот эти вот громадные. Улыбайтесь, друзья. Радуйтесь этому дню солнечному. Улыбайтесь, друзья. Улыбайтесь. Всем привет. Сегодня еще не виделись, кстати, да. Вот я вот тепло одет. У меня пуховикон, у меня шапка, у меня перчатки. По-другому вообще никак нельзя. Очень сильно ветрено. Так, смотрите-ка, у нас тут, видимо, уже собираются, но полевая кухня была. Каша гречнево-перловая с тушенкой. Ну и здесь, видимо, какое-то было мероприятие. Причем вот на полуторке воду привозят. Хорошо. Не совсем понимаю, было, будет или было. Да, смотрите, Манежную еще только убирают. Здесь еще остались баннеры от рождественской ярмарки. Ну и пока ничего не сделали. Видимо, все-таки инсталляции будут, надеюсь, будут к 27 января. А сейчас попробуем зайти в итальянский вынос Старыгина, похоже. Кабы я еще знал, кто это. Если вы про Д'Артаньяна, то я понял, о чем мы. А, Д'Артаньяна, про Арамис. Арамис, Портос, Арамис, кто там был? Улица Итальянская. И здесь вот такой чудный дворик, который не закрывается. Даже, может быть, я попробую сейчас зайти в кофейню, если она работает. Там вот огоньки горят. Я как-то в прошлый раз сюда заходил уже вечером. Дверь была закрыта, хотя свет горел. Но мне никто ничего не открыл. Как прикольно, нарисованы ставни. А, это нарисованы ставни. Как будто бы в объеме, как бы так, нарисовано, да? Прикольно, с тенями. Причем почему-то только одна часть дома. Там, видимо, вот только начали, еще не закончили. Так, что со звуком? Расскажите. Вы мне скажите, плохо стало слышно. Сейчас я переключу. Раз, два, раз, два. Ярик Важничий. Роман, привет. Привет. Рутный каратин. Так, итальянский дворик, так называемый. На Итальянской улице. Вот, и вот эта кафешка. Вживую вот эти вот гирлянды смотрятся, конечно, лучше. Видите, они так размазываются. Загляну, возьму кофейку. Заодно посмотрим цены. Ну, Брентмауэр у них, конечно, прикольный. Знатно. Мастер-классы, сувениры, handmade кофе. Хоп, лавка витражника. Зайдем в лавку витражника. Пахнет какими-то благовониями. Хоп, хоп, хоп. Здравствуйте, я к вам, наверное. А кофе хочется? Кофе сейчас масса людей мастер-классов, поэтому кофе не продаем сегодня, к сожалению. Ну ладно. Зато со второго раза я к вам хотя бы внутрь попал. С третьего, может быть, я кофе выпью. Какой-то вечер пришел, свет горел, а там дверь закрыта была. Да, бывает. Ну ладно, ладненько. До свидания. Так. Неудача. Витражника. Слушайте, мастер-классы по витражному искусству. Запах такой у них там прям дикими благовониями.
Так, Мария говорит, пропустила штурм в Зимний. Надо будет посмотреть записи, да. Так, канал развивается, народу все больше, даешь 1000 за стрим. Ох, 1000 за стрим, это прям вы меня, это... Я не знаю, что такое должно произойти, и что я должен такое начать показывать, чтобы 1000 за стрим была. Но цель благородная. Главное... Мы же я же как самурай. У меня нет цели, у меня только есть путь. Вот я иду. Это Арамис. Вот, Арамис. Видите, я угадал. Мира. Я сразу понял, о чем вы. Я, хотя это фамилии не помню всех, но я понял. Слушай, тут надо такую массу иметь. Так, а давайте я сейчас вернусь на Малую Садовую и пройду через двор. Как вам момент пройти через двор? Кто? Голосуйте рублем. Добрый день из Града Петра. Вадим, да, привет, Вадим Капоне. С крещением Евгений поздравляет. Но сегодня у нас в Петербурге такой двойной праздник: и крещение, и день прорыва блокады. Восстановленная полуторка, так называемая полуторка, в отличном состоянии. Конечно, вся тут накрашенная, прям все внутри. Возможно, и внутри, как было. Очень тесно там, конечно. Очень тесно. Екатерина передает привет из Казахстана. Сегодня, кстати, проходили мимо консульства. Просто скажу, консульство Казахстана. Там в районе станции метро Чернышевская. На улице Чайковского. Вот. Ныряем в эту арку. Познавательная арочка у нас получается, что рядом с пышками. Кстати, пышки и никакой очереди. Но я не пойду. Я не хочу сейчас жирные пышки кушать. Да, сегодня произойдут купания в проруби. Но это такое дело, ребята, опасное. Если у вас нет никакой предрасположенности к инсультам, инфарктам, тахикардиям и прочим сердечным осложнениям. О, кафе, вафли и винил. Можно заглянуть туда. Там даже люди-человеки есть. А давайте я зайду, кофе возьму у них. Думаю, сегодня же ваши донаты позволяют. Музычка, правда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Кофе хочу. Здесь все представлено. Есть как авторские зимние предложения, так и постоянная позиция. Так, давайте по постоянным пойдем. Если Это просто раф, классика. В авторские мы не добавляем сиропы, только натуральные ингредиенты идут. Вот, флэт, раф, флэт. А можно флэт? Для вас классический флэт здесь с собой. С собой. Давайте. Все с собой. Сахар, корица. Заверните в сахар 2. А там что у вас наверху еще? У нас там второй этаж, степениловый проигрыватель, пластинки. А тебя можно посидеть и прям почилить? Сидите, попросить нас поставить, послушать.
Ну, я поднимусь хотя бы глянуть. Соответственно, у вас будет Flat White, Да. Васафир, у нас сборочная программа, не хотите в нее зарегистрироваться? А вы как-то сетевой или вот так? У нас есть вторая точка на Жуковского, 14. Я вот так редко бываю тут. Не будем. Ну, смотрите. Тогда... А там сейчас кто-то есть, да, наверное? Да. Вроде как свободен один столик, но не точно. Ну, я поднимусь посмотреть. Я возьму и дальше потом пойду. Так. Так, вы, наверное, еще готовите? Я тогда на обратном пути возьму. Все, спасибо. Ать. Друзья, смотрите, какая интересная история. Узенькая лестница, прямо вверх. Опачки. А тут много людей. Да, и винил стоит, и все занято. А нет, один столик маленький есть. Очень классно. Прям под крышей. Оп. Ладно. Можно было бы, конечно, у них остаться, тут маленький столик, но людей, как видите, много. Я-то думал, что здесь вообще никого нет. А вон оно как. Так. Там действительно один маленький столик. Очень маленький. Ждем. Я вас поставлю уж так на посмотреть. Друзья, пока не вижу, что вы пишете, что вы там. Я сейчас выйду и прочитаю все. Такая спокойная музычка. А что самое главное, это вот просто зашли в арку с Малой Садовой. И тут такое интересное самобытное кафе. А на Жуковского у вас тоже как-то в таком формате, да? Ну, чуть другой формат, там посовременнее, здесь уютнее, вот так вот. Но там тоже очень... А там что, просто меньше места или чего? Там у нас здесь просто второй этаж, на втором этаже мало места, на Жуковском там попросторнее, но там тоже виниловые проигрыватели, тоже пластинки, там пластинки еще можно купить. Вот, у нас здесь только можно послушать вообще. Ну, я не ожидал, что столько людей. Ну, да. Вот, людей всегда много, места здесь чуть поменьше. Спасибо большое. Все, там уже помешано, да? Все поменьше. Все. Вот видите? Я всегда спрашиваю, потому что меня как-то так один раз забыли. Но не бежать же потом обратно. Здравствуйте. Да, посидеть можно? Сейчас я ваш номер, пожалуйста. А месте-то знают? Да, местечко. Странные люди в шляпах. Вы можете пока подняться на второй этаж, оставить куртку, у нас на каждом столике QR-коды с меню, потом заказать. Либо заказать сразу, как вам удобно. Все, спасибо. Спасибо. Кофеек. Все, до свидания. До свидания, хорошего дня. И вам. Так, друзья, что вы там пишете? Простите, что пришлось так. Так, спасибо, Вадим. Так, друзья, я сейчас сделаю глоток просто. Так, и достану телефон и прочитаю, что вы мне писали. Да, народ, ну, сами видели, сколько там заполненность. Так, обновить. Секунду, что-то дно снимаю. Так, с какого места я перестал читать? Катя, привет, вы в Астане. Если за пышками нет очереди, стоит... Не, просто не о всех местах знают. Есть распиаренные места и есть не распиаренные. Нет, я в Боровом. Так. Катя, хочу отдохнуть в Боровом. Discovery. Вадим. Так, Вадим, а очередь стоят за пышками в СПБ. Так. Приезжайте. Ой, сейчас бы пышек вкусных питерских. Раньше знал только кафе кофе растворимый. Дмитрий на Большой Конюшенной. На Садовой у Опрашки. На Садовой у Опрашки пышечная закрылась. Там на углу с Мучным переулком она закрылась.
осталось только на гостинке в самом гостином дворе со стороны Садовой как раз. Большая конюшенная, да, это вот как раз та самая распиаренная. Но не, я говорю, там пышки везде одинаковые. Они все делаются там автоматическим методом. Ну, вот. Так, еще есть станция пирожковая в доме Цоя. Так, старинная пирожковая. Слушайте, старинная пирожковая с 1958 года, по-моему. 56-58, неважно. Вот вам вся и старина ее. Бывал там не единожды, и честно сказать вам, я не сильно впечатлен. Цена, да, не слишком кусается, но пирожки, ну, не те самые, господи, не те самые. И плюс они еще открывают свой филиал, вот это пирожковый на Московском проспекте. Где-то мы недавно проходили, там было. Так, в доме купцов Елисеевых не пойдем, вроде говорили о нем, пропустили итог. Давайте в Елисеево сейчас зайдем. Давайте, Наталья, зайдем сейчас в дом купцов Елисеевых. Точнее, не дом купцов Елисеевых, а Елисеевский универмаг зайдем. Александр Мироненко, Пермяк соленые уши, благодарит за прогулку. Вот он, ты кто? Понятно. Вадим, о пирожках в доме Цоя что-то не очень отзывы стали. Вот, я и говорю, я там тоже летом этим был. Да и, кстати, недавно в него в онлайн прогулку перед Новым годом я заходил. Правда, в тот раз я ничего не купил. Но когда последний раз там был, летом, крайний раз, ой, что-то мне не понравилось. Оно уже, были черствые. Они были невкусные. Варенье было невкусное в ватрушках. Такое себе. Такое. Сильно преувеличено. Ну и как и пышечные, друзья, правда. Стоять громадную очередь на большой конюшиной за этими пышками, ну такое себе. Так, смотря какие пирожки, там есть в духовке делают, а есть в масле. Но есть печеные, есть жареные. Как обычно, как и в любой пирожковой. Классно, слушайте, вот такой раз и фонарный столб у вас во дворе. Очень атмосферно. И двор классный. Зеленый. Мы сейчас выйдем опять на Манежную площадь. Потому что пойдем к Елисееву. Или нет? Давайте нет. Я выйду на Невский и здесь на Невский выйду. Че, на 2 раза по одному и тому же месту ходить? Хоть и вот брусчатка, да, но все равно по периметру деревья и летом двор очень зеленый. За счет зелени, за счет вообще в целом листвы здесь очень тихо. Деревья скрадывают. Тут в целом-то тихо. Но когда есть листва, она еще так шелестит классно. Плюс, смотрите, лавочки. Все, о еде, кто-то голодный. Время обеда уже, да? Начинали за завтраком, а уже время обеда. А я все только хожу и кофе пью. И глинтвейном язык обжег, кстати. Сейчас вот я это понимаю, когда кофе только пью. Что у меня язык обожженный получился. Так. Выходим на Караванную улицу. Идем в сторону Невского. Так, я думаю, надо... Так, нет, ладно, до Елисеевых дотянем. Я думаю... 2 часа. Так, сегодня сделаем рекорд. Сегодня сделаем 4 часа 30 минут прогулку. По времени это будет рекорд, потому что предыдущий рекорд это 4 часа 19 минут был стрим.
Ну, сегодня, я думаю, мы переплюнем эту цифру. Надеюсь, у меня телефон не сядет в самый неподходящий момент. А вот она открыта без всяких. Пойдем, по-моему, здесь вот она. Стаканчик выкинул. Видите, я кофе быстро, мгновенно пью. Так, слева у нас Аничков мост с конями Клотта. Мост 18 яиц. Не спрашивайте, почему 18. Сами считайте. А мы возвращаемся к Малой Садовой, туда на угол к Елисеевым. Покажу вам секретные локации в универмаге. В гастрономе. Да, идем на рекорд по времени, но не по количеству, к сожалению. Сегодня за 200 что-то не перевалило у нас. Но может в сумме, если берем во внимание YouTube плюс ВК, то будет больше. Давайте я посчитаю по количеству лайков. По количеству лайков в ВК и в Телеграме. Ой, в Телеграме, господи. В ВК и в Ютубе. Вот эту сумму просуммирую и потом тогда напишу после стрима, сколько нас в итоге было. Кино «Аврора», кинотеатр. 110 лет кинотеатру «Аврора». В сумме было за 200. В сумме у меня рекорд был 200, по-моему, 65 человек на стриме. Это было еще до Нового года. Угу. А мы зашли в арку. Вот. Пикадилли, Аврора. В 23-м году 110 лет было со дня основания кинематографа. Пикадилли. Ничего себе. Вот так вот. Кстати, причем действующий. Действующий кинотеатр. Вот, не знаю, сколько у нас сегодня за стрим. Ну, просто я сейчас цифру вижу на YouTube 159, да? Опять же, я ее вижу, а вы ее видите? Секунду. Да, и вы ее видите. Ага. Ну, я вот так вот сделаю тогда. Буду видеть только я, чтобы вам не отвлекало. Что-то я рано опомнился. Императорский фарфор. Магазин Императорский фарфор. Это все мы знаем, что в районе станции метро Пролетарская, там Обуховка. В общем, у нас есть фарфоровый завод. Что, Обуховку-то я зря сказал. Пролетарка. Так, я пауэрбанк воткнул. Сейчас еще в Елисеевский зайдем. Так, Лана говорит: обожаю Питер. Спасибо большое за стрим. Пожалуйста, спасибо, что пришли. Здесь, где гастроном купцов Елисеевых, тут же у нас и театр комедии имени Акимова.
Ну и вот магазин. Есть интересности? Есть. Вообще по-хорошему здесь вход, по-хорошему там выход. Ну это так, чтобы не смешивать, но ребята что-то решили так себе. Ну и что? Обычно вы все приходите сюда, смотрите, глазеете и офигеваете, но есть секретики. Проходите вдоль витрин и оказываетесь у этой замечательной лесенки с такой чудесной плиточкой. И смело спускаетесь вниз. Пожалуйста. Памятная плита. И оказываемся в баре. В таком замечательном баревиче, где можно отведать кухни. Тут же видно, где готовят все. Вот. Ага. Какие-то материалы тут. А, это слайсер, видимо. Доисторический. Это раз. Так, поднимаюсь наверх. Боюсь, что связь где-нибудь у нас отвалится. И дальше идем. Круг почета совершаем. В центре у нас, конечно, вот это вот чудного вида пальма. Но нам надо оказаться в том углу справа. Так, как бы мне пробежать. Вот, здесь есть у нас ресторан. 2-й этаж, лестница. Щелк. Все, можно? Ух ты как! Ух ты как! Торжество какое-то. Видим, что у нас здесь замечательная чугуневая лестница. Да? Забегайте. Чугуневая лестница. Потом у нас замечательного деревянного вида шкафендец. Вот. Кованое все. Опять же, все в стиле северного модерна. Все завитки выполнены. Конечно, уже камнем оформлено. Вот, но ждем ребяток. Конечно, меховые шапки — это пик сезона. Это все модно. И здесь на 2-м этаже еще один ресторан. Вот. Как раз выход будет на, как это называется, на балкончик. Вот. И на балкон просто так не попасть. Вот. Здравствуйте. Вот. Я сейчас побегу просто до оттуда, до окошка на Малую Садовую. Вам покажу, как оно здесь все выглядит. И как раз вот здесь окошечко, и я не знаю, видно вам или нет, вот видна вот этот кот Елисей, в которого все кидают монеткой. Пытаются попасть туда, закинуть денежку на удачу, что называется. Ну а здесь вот за окнами как раз уже сам сам магазин купцов Елисеевых и тот самый балкончик. А на балкон там попадать как можно? Только с экскурсией, только с гидом. А записаться на экскурсию? Дело на сайте или же у любого сотрудника приобрести. Прям там пристать кому-нибудь внизу. Все, понял, спасибо. А тарелки оригинальные, 100-летние, Елисеевых? Современные. Ладно. Все, спасибо. Ну, друзья, все сами слышали, все сами видели. Бежим дальше. Цены, ну, слушайте, цены самокат. Привет. Цены вот здесь есть. Ставьте на паузу. Кому интересно. Горячие закуски, блюда из рыбы. Мурманский лосось, пожалуйста, палтус с трюфельным пюре. Блюда из мяса. Как говорят бабушки,
Ой, не то. Как говорят некоторые бабули, раз в жизни можно. Потому что некоторые здесь, правда, копят с пенсии, там, не знаю, год откладывают, и в итоге сюда приходят какой-нибудь скушать марципанчик. А возможно, какую-нибудь и другую сладкую конфету. Вот. Вот, это тот самый балкон, на котором я вот там вот показывал, что он есть. И вот на этот балкон можно с экскурсией выбежать. Вот. А сколько экскурсия, вот, чтобы выйти туда на балкончик с гидом стоит? И что, рассказывают просто в целом про Елисеевых, про гастроном? А еще туда куда-то? Вот я только что оттуда. То есть там, где сейчас кафешка внизу, там еще и какие-то погреба, и еще ниже, или это все вот там, в этом уровне, да, в глубину? Под театр выйдем, там на сцену. Да ладно. Ладно, спасибо. Все, спасибо. Так, друзья, веду вас к QR-коду. 2000 с человека экскурсия. И вот здесь, пожалуйста, групповое обслуживание, индивидуальное. Ставьте на паузу, если что. Все это дело снимаем. Все, выхожу, вспотел. Жарко. Здесь механический рояль. Все у него останавливаются, конечно, всех интересует, а кто это что за привидение играет тут нам фугу Баха. Но просто механическая Yamaha, рояль фирмы Yamaha. Видите, здесь оборудование, прям можно ставить дискету 3.5 доисторическую и загрузить какой-нибудь бз. А вот. Ладно, идем на выход. Идем на выход. Тяни, толкай. Ну а слева у нас уже вход в театр имени комедии Акимова. Что, довольны, друзья? Как вам? Это вам не только здесь у витрины вот этих всех ужастиков рассматривать. Они как-то меня всегда вызывали какую-то антипатию, прям отвращение. Вот эти вот все их носы длинные, они глаза вытянутые, тролли какие-то, ужас. Вот, а про кота, который кот Елисей, да, я вам в окно пытался показать. Давайте я сейчас, вот я вернулся на Малую Садовую. И покажу, вот он там сидит на уровне 2-го этажа. И вот люди монетки кидают, пытаются закинуть. И вот это окошко, это ресторан на 2-м этаже. Ну и кот Елисей. Нет, это Елисей. Окошко Василиса вон там. Видите? Ты сама давай. Опачки. Удача. Ну не, вот это окно, это ресторан Елисеева. 2-й этаж. Но здесь бывает приходит мальчик с лестницей. Ну и делает свое грязное дело. Ладненько, идемте. Зима, фонтан не работает, фонтан часы. Кто не знал, что это часы, а это часы. Фонтан еще время показывает, видите, здесь 12, 11 и так до 1. И тут по количеству струек все можно примерно время плюс-минус, по-моему, 15 минут в этих пределах определить по фонтану. Так, друзья, что вы пишете? Я в тень встану и в тень.
Тень на плетень. Сейчас в тень от Александринки встану и прочитаю. И пока мы здесь стоим на светофоре, буду читать. Так. Памятник Цою далеко ли? Спрашивает Кира. Памятник Цою на станции метро Ветеранов. Так, бываю в Питере раз 5 в году. Каждый раз бываю зайти. Спасибо, что показали. Погладь котика. Котик высоко, не могу. Так. Василиса напротив показал Василису. Так. Привет из Екатеринбурга. Привет, Марина. Так, кот Елисей. А как деньги до него закинуть? Уж больно высоко сидит. Но вот при вас же человек закинул. Мужчинка. У барышни не получалось, но мужичок закинул. Так, что? У нас очередные самозванцы. Опять разводили. Так, тетю на денежку развели. Хорошо. На донатик. Пошли в Эрмитаж. Мы только что от Эрмитажа уже мимо него ходили, и в Эрмитаж даже заходили. Так что посмотрите, отмотайте потом видео в обратную сторону. Итак, памятник императрицы. Вот у меня на учебнике истории, по-моему, был этот памятник. Так, что у нас тут по освещению? Императрица Екатерины II. В царствование императора Александра II. 1873 год. Ну и кто-то это все дело называет Екатерина с фаворитами, но ошибочно. Не все из изображенных товарищей на этом у ног императрицы были ее фаворитами. Кто-то был просто сподвижник. Нет, сподвижник у Петра. А у нее, Суворов же не был, да, там. Тут и женщина есть. Хотя, что, все человеческое царям и царицам не чуждо. Опять же, зная историю с Екатериной, с ее любовными делами, точнее, любовью к делам таким. Ну ладно, гусары, не начинаем, тему не развиваем. Так, Юлия, сегодня обалденный стрим, солнечная погода, Питера подарила обалденное настроение. Роман, огромное вам спасибо вам, Юлия. Как будто бы сама погуляла по вашему городу. А вы так пишете, как будто вы уже уходите. Я еще не заканчиваю. Мы идем на рекорд. Ну и по долготе стрима. Так, Наталья, у вас не выводится QR-код на донат. Пропал. Так, сейчас верну. И точнее поменяю. Давайте я поменяю QR-код. На Cloud Tips. Так. Сейчас я проверю. Сейчас, секунду. Так. Стрим. ВК-видео. Во, QR-код. Так, все, QR-код появился. Все отлично. Скрыть комментарии. Да, такой замечательный ореол получается вокруг Александринки, потому что у нас прям за ней сцена. Поправьте, если буду неправ. До того, как театр был назван Александринским, он назывался Пушкинским. Если ничего не путаю. Так, у нас площадь Островского же, да? Да, площадь Островского, а за ней улица Зодчего Росси. И вот мы сейчас к улице Зодчего Росси и пойдем. Так, Райма, всем привет. Да, привет и тебе, дружище. Вот у нас тут экскурсовод
профессиональный ведет экскурсию в группе людей. Вот мы видим, вот где они, вот они. Эй, не могу попасть, вот. Ну, вот это уже профессиональный экскурсовод, друзья. Если вы думаете, что я экскурсовод, нет. В Александринку забежим? Да? Да. Отлично. Преступление, наказание, женитьба по Гоголю. Зайдем хотя бы в билетную кассу, посмотрим, как это здесь выглядит. Оп, спасибо. Вход в кассу. Что-то там запрещено. О, тут хоть тепло, кстати. И чё? И где? А где касса? Зато можем зал посмотреть можем. Время, а время-то 2 уже. 2:21. Ну, не попали внутрь, хотя бы диораму посмотрим. Царскую ложу. Мне вот все интересно, если на 5-м ярусе взять билет над царской ложей, будет ли нормальную сцену видно? Потому что там по ценам хорошо. Они вообще есть билеты? Ну, смотря на какие, на январь, наверное, уже нету. Я смотрел на феврале. Не надо сегодня или завтра. Ну, это вы опрометчиво. Просто я приехала на чуть-чуть. Опрометчиво это, надо заранее прям, вот это все скупается. Да, понятно. Я в интернете посмотрела, да. Есть какой-то театр, там 10 000 билет, думаю, как-то прям жалко. Ну, сцен тоже несколько в Александринке. Ну, вот я основная. Была, мне очень понравилось. Да. Я была в ложе, не знаю какой ярус, но оно того стоит. Просто есть какие-то места с ограничением видимости, там прямо на сцене смотрят. Не нужно там, вам на 4-й ярус вообще. Я бывал, но я не знаю, как на 5-м. Там заходишь такая в начале, перед ложей, там такая, как не знаю, там и зеркало, там и тут попадаешь, как будто там 18 век. Ну да. Еще же экскурсии перед, вот если в 7. Я заранее приехала. Если в 7, если само представление, то с 6 экскурсия по Александринке. 600 рублей у них стоит. Я завтра хочу пойти Юсуповский дворец экскурсия. В который? На Фонтанке? 15. Их несколько юсуповских. Да? Которые? Которые, женщина мне сказала, там около кассы, от метро и там... От метро которого? Так, ну, Гостиный двор. От Гостинки? Да. Ну по Невскому, наверное, у Юсуповых. Да. Ну там дом актера сейчас. Наверное, про этот. Нет, я имею в виду дворец, там экскурсия по дворцу. Все. Просто еще на Фонтанке есть, еще в Новой Голландии. У Юсуповых много дворцов было в Питере. Ну хорошо жили. Да, вот одни из богатейших людей. Здесь я была. Я хотела, знаете, какой театр? Может быть, неправильно назову. В Маринке я была и на малой, и на большой сцене. Михайловский. Ну, здесь. У Русского музея, вот, да? Площадь искусств. Вот как раз мне туда и надо. Там чаще балет в Михайловском. Угу. Вот там Спартак 10 000 билетов. Вот балет Спартак, да. Ну тоже надеюсь. Царской ложи, наверное. Вот я смотрел на февраль Царской ложи, там билет 14 был. Да? При том, когда вот партер 1002 или там 3-4, а на самом верху по 1000 билеты. Вот так. Так и живем. Чувствую себя королевой. А ведь ну, хотя сейчас с одной стороны меньше, сейчас... Дадите мне направление? Ну, направление-то вам дам. Но я пойду туда сейчас, я к Фонтанке. Вот, на Невский выходите. Да. Прямо здесь можете дорогу перейти. И налево по той стороне. Пройдете. Нет, я сейчас хочу в Михайловский. Вот, туда. Вот, пройдете мимо Большого гостиного двора вдоль него, только по той стороне. И как... дорогу. Вы сейчас дорогу перейдете и по Невскому все идете, и вам надо дойти до улицы, как ни странно, Михайловской. Вот, и вы по правую руку увидите Русский музей, памятник Пушкину, площадь искусств, и на ней слева от Пушкина Михайловский театр. Спасибо, хорошего дня вам. Вам. Все, просвещайтесь.
Так, друзья, извините за офф-топ. Сейчас я прочитаю, что я не успел в чате увидеть. Так, ну первоначально был Александрийским, в советское время стал Пушкинским, потом обратно, да. Я сегодня гулял по Питеру, красивый город, я сам из Карелии. Ага, без кассы. В кассе обед был. За Александринкой есть хороший музей театрального музыкального искусства. Мало кто знает его на 3-м этаже. Кстати, друзья, смотрите. Подъезд номер 10. Аноним, 200 рубликов. Спасибо. Служебный подъезд. Причем именно вот тут так и написано. Подъезд. Так. Установка большинства туристов. Но это вы про планы этой женщины, да. Ну, все по знаковым местам, чисто по театрам. Хотя театров тоже подъезд номер 11. Вот здесь ни лестницы, ни парадные, здесь прям подъезд. Потому что сюда подъезжали. Там, где царские ложи, понятно, что высокородные особы через центральный вход не заходили. Они подъезжали к определенным входам, где по определенным лестницам они уже попадали в царские ложи. Так, и здесь что? Тоже лестница номер... Ой, подъезд номер 13. Ладно, вот. Улица Зодчего Росси. По ней сейчас пойдем. Так, я прочитаю, открою чат. Сейчас бы туда. Так, ладно, все. С чатом разобрались. Донаты вроде я... Так, донаты проверю. Не пропустил ли я кого. Так, где это? Сейчас. Так, Евгения Ивдель. Да, последний. Так. Обновить. Перезагрузить. Аноним, 200 рублей последний был. Все, друзья, так, все нормально, все проверил. Чист. Душа моя это чистая совесть. Жаль, снега почти нету. Так. Да, до доходного дома Захарова далеко. Очень красивый дом. Ой, Мария, адрес пишите, пожалуйста, хотя бы в скобочках. Кира, покупаем билет и вперед. Да, доходный дом Захарова. Привет, Роман. Ура, УСПБ, весна. Юрий Просвет. У нас, сами знаете, на следующей неделе 5 минус обещают. Так. Доходный Захарова. Захаровых. О, это ж в Семенцах. Да? До БДТ. До БДТ давайте дойдем, да. Зодчего Росси, самая красивая улица. Ну слушайте, тут вопросик про самую красивую. У тебя с одной стороны вот такое великолепие с видом на... Ну, сложно сказать, на попу Александринки, да? Она тоже красива. А с другой стороны вот такое желтое. Ну и как-то однообразненько, знаете ли. Как будто бы. Мне тогда пора на Дед Мороз. О, Дед Мороз пришел. Так, все-таки поясните мне про доходный дом Захаровых. Какой вы имеете в виду? Я вот сейчас сходу то, что вспомнил, это в Семенцах у них есть. У них был. А доходных домов могло быть несколько. Целый февраль впереди, и в марте тоже еще как зима. Ну, то, что я перед Новым годом читал прогнозы синоптиков, нам все-таки
обещали, прогнозировали. Январь такой же, как декабрь. А декабрь у нас был достаточно сырой. Скажу это так. Внезапно открыты ворота. Я в них пойду. Я не знаю, нас сейчас, может быть, нападут, нас, может быть, выгонят, но я зайду и посмотрю. Ничего зазорного и криминального мы не совершаем. О, тут целая жизнь. Тут, конечно, не без мусорок. Какие-то гаражи каретные были. Масса проводов. Вентиляции исторические, дворницкие, как будто бы нормально, да, у тебя внутри это не отдельный флигель пристроенный, а это прям домик одноэтажный. Скорее всего, там дворник жил. Так, если получится, мы сейчас в эту арку обратно выйдем. На Зодчего Росси. Ой, беседка какая классная у них. Курилка, наверное. Вообще здесь находится несколько министерств, скорее всего, да. Здесь городское управление кадастровой оценки, например. Ну и тут в этом всем великолепии может находиться несколько городских управлений, министерств, еще чего-то. Как-то один раз даже я тут не помню по какому случаю, но внутри здесь бывал. Хаживал по этим коридорам. Снаружи-то все красиво, все чинно-благородно. Да, вот, комитет по градостроительству и архитектуре. Туда я ходил, надо было. И вот пока меня до нужного кабинета вели, я там, конечно, насмотрелся красоты. Ну, такой, в кавычках. Там ходы, все. Девушка улыбнулась. Вот кто-то нормально реагирует на камеру, кто-то прям с негативом. Дворы, да. С асфальтом у вас тоже беда. Да слушайте, я вам, ну чего вы, давайте далеко ходить. Вот как это называется? Чё с плиткой не так стало? И это же не одна какая-то единичная история, да? Так, у меня стадикам садится. Так. Это же не единичная история. Вот вы думаете, здесь прямая плитка, она как-то в одной плоскости? Нет. Здесь все криво-косо. Но ничего, я вам просто показываю, как есть. Вы меня, пожалуйста, не негативьте, что я тут Петербург не с самой лучшей стороны показываю. Я показываю Петербург такой, какой он есть. Я не выдумываю, не придумываю. Я не ищу специально какой-то негатив. Он вот есть красиво, есть некрасиво. А дело дальше ваше. Воспринимать только красивое или только плохое, некрасивое. Ладно, выходим. Улица Зодчего Росси у нас здесь заканчивается. Заканчивается площадью товарища Ломоносова. Кто там спрашивал, чего, откуда я, с землячка моего. Вот, ну почти землячка. Там 120 километров. И пойдет. Вот. Улица Ломоносова. Туда в арку уходит. И у нас, соответственно, Ломоносовский мост. И туда на 5 углов Ломоносова продолжается. Собянина вам надо. Он бы уже 10 раз плитку переложил. Нельзя в Петербурге перекладывать плитку. Это богохульство. Нельзя. Негоже. Нельзя. Вот. Из интересного что? Вот туда дорожка у нас уходит на Апраксины дворы, на Апраксинский рынок. Я хочу. Куда хочу? Смотрите, мы тут кругами ходим. Вот если мы по Ломоносово туда пойдем, мы опять выйдем к каналу Грибоедова, к Казанскому собору. Видите, впереди купол
Казанского собора. Мы тут все круги наматываем. Я Питер воспринимаю, какой он есть. Красивый город по-своему. Ну, он разный, он контрастный, он, ну, нельзя его просто так взять, вылезать, типа вот туристический центр должен быть прям вот, нет. Это живой город, это живой организм с живыми людьми. Здесь в историческом центре не только памятники, музеи и театры, здесь еще и люди живут, а там, где живут люди, там сами понимаете что, там разное, потому что люди разные. Ой, хотел бы, конечно, пойти на Ломоносовский мост, прогуляться, а даже пройдемте. Пойдемте на Ломоносовский мост, пройдем по Фонтанке с той стороны, потому что солнце, и у БДТ, у Большого драматического театра, перейдем обратно дорогу. Так, что тут у нас? У нас тут непонятно, но бежим. Так, рекорд у нас взят. 4:33 по моим курантам. Мы подошли к Фонтанке вновь. Кто-то на одном из последних стримов вспоминал район Слона. Про Слона кто-то мне говорил. Про эти самые 4 трубы, которые как будто бы слон на спине лежит, да, и у него ноги вверх. Один из немногих сохранившихся таких цепных мостов каменных через Фонтанку. Видно, что здесь когда-то что-то было, уже утрачено у нас. Но, слава богу, остались еще фонары. Все это в вечернее время красиво подсвечивается. За этот комплекс зданий Росси здесь памятник поставить надо. Возможно? Возможно. Как раз вот у нас уже БДТ виднеется. Сейчас подойдем по этой стороне. Вот эта вся часть, весь комплекс зданий принадлежит Главному управлению Центрального банка России по северо-западу. На Ломоносова чуть за углом стоит памятник императору. Ну, короче, кто хотел знать, где Центробанк в Петербурге, он здесь, на Фонтанке. А еще в меня ветер сильно дует, вырывая телефон из рук. Так, подождите. Всем привет, Снег СПБ. Кира, привет, Снег. Мара, это не зима, а продолжительная осень, весны тоже не будет, а сразу лето. Но посмотрим, будем посмотреть. Я бы не был так категоричен, потому что нас то заваливает снегом, то заливает дождем, то замораживает льдом, то это все куда-то исчезает. И что самое главное, ни одной дорожной службы, ни одной вот этого коммунальной службы практически на улицах не видно. Кто это все убирает, куда это все исчезает, загадка. Там были бани. Александр, так, спасибо за отличную прогулку, это чудесный зимний. А где там были бани, Александр Мироненко? Что такое там? Дядя Коля, ну, дядь Коль, ты так сказал, что вот раньше я тебя только разочаровывал. Раньше вот, не то было, да, а вот сегодня, прям каток, да, вот, казалось бы. А что, может на лед спустимся?
Выйдем на лед, так сказать. Покажем мастерство. Тама. Да, Кира, Тама. Цискоридзе Маринке в гримерке живет. Цискоридзе. Нет. Цискоридзе, наверное, живет больше... ну Маринке. Он же на две этих. Он и в Большом театре в Москве, и в Маринке. Когда вот ему все успевать? Зачем ему домой ездить? Конечно, он там в театре так и остается. Где казначейство? Понятно. Да, конечно. Некоторые автомобилисты останавливаются таким образом и в таких местах, где это создает аварийную ситуацию. Вот товарищ прогудел. А ведь здесь тоже что-то было интересное. Кстати, на крыше тоже сделаны вон купола, видно. И даже застекленные. Там ресторан на 2-м этаже. А здесь что-то с издательским делом в советское время было построено. Да, Евгений, да. В Питере снег не убирают, это делает погода. Одна надежда на оттепель, да. Так, ну что, попробуем еще до кассы в БДТ дойти. Так, крокодил спрашивает, а по Фонтанке летом пароходы плавают? Пароходы нет, а вот прогулочные катера и кораблики, да. По Фонтанке они вот прямо под этим мостом, таким невысоким, потому что сами прогулочные плоские, вытянутые, они прям под этими всеми мостами проходят. Вот как раз они по Фонтанке-то и ходят. Дальше там в Крюков канал заруливают. И по мойке возвращаются обратно. Так, какие у вас теплые зимы. Ленинсдат, дядя Коля. А Ленинсдат не на Аптекарском ли острове был? Ленинсдат. Хотя, может быть, это все одна история. А на Аптекарском тогда что за Ленинсдат? Так, про слона. Мы сейчас до туда не пойдем. Хотя, может, и пойдем. Сразу покажу. Видите эти 4 трубы? Это как раз вот тот самый слон на спине лежащий. Опять у меня руки начинают замерзать. Ветрено. Сильно ветрено. Так. Где моя вторая перчатка? Вот она. Лениздата. Новодельная. Новодельная, конечно, новодельная. Просто на этом месте что-то было историческое. Снесенное. Я забыл. Что-то вот опять начал говорить, а думал, пока говорю, вспомню, но нет, не вспомнил. Вот уже в перчатки одел. Без перчаток холодно. Ветер. Ветра бы не было, было бы нормально. А сегодня достаточно сильный ветер и холодит. Так, подойду к памятной плите. Здесь в 1956 года по 1989 работал выдающийся режиссер Георгий Александрович Товстоногов. Пожалуйста. Лениздат, набережная Фонтанки 59. Скажите мне тогда, на Аптекарском там что за издат?
издат. Какой? Я же не против. Просто это... Так, что? Касса. Время работы. Она не работает. Так, здесь входа нет. А, вот вход. Ох, тут потеплее хотя бы. Так, где касса? Наверное, вот этот, дверка. А касса там? Мне все выкладывать придется. Снимать что-то? Да я до кассы дойти, как? Я уже все слова забыл. Да, ну не здание, да, как здесь, как. И все, дальше-то не пойду. Замечательная лестница. А план есть самой зала? Да. Вот здесь. А, маленький такой. Здрасте. Так, театр у нас получается небольшой. Хотя несколько ярусов до третьего. Плюс Каменноостровский еще театр, да. Ай. Ну и репертуар сразу на февраль. Январь, в принципе, можем не смотреть. Три сестры, БДТ. Ладненько, все. Спасибо. До свидания. Ну, только если дальше тут некуда ходить. Ой, еще такие прикольные за эти защелки. На месте кафе была церковь. Да, на месте Лениздата была церковь. Так, вот сейчас, в данный момент, я совершенно не знаю, куда нам идти. Сейчас мы двигаемся в сторону... Ну ладно, давайте тогда идем. Идем. До Гороховой дойдем. До Гороховой. И через Сено, через общественное пространство Сено. Я там уже не раз был. Вновь подписавшиеся, кто новенький на канале, для вас это будет первый раз. Получается. Так, снег уходит. Ну, снег не уходи. Спасибо, давай. Так, видимо, это у нас здесь что, Мучной? А нет, это Апраксин переулок. Нам до Гороховой дойти сейчас надо. Так, подождите, что вы пишете? К маме Роме за кофе? Нет, в маму Рому не пойдем. Еще играют. Басилашвили. Я не знаю, друзья. Погуглите, найдите сайт БДТ. Ну слушайте, сколько лет тому же Боярскому? Он до сих пор что-то в театре выступает. Ничего. Басилашвили, ну вряд ли, да. Все-таки какие-то такие редкие роли, может быть. Но для них же это вот, ну, я что думаю, если ты будешь сидеть дома, ничего не делать, ты состаришься быстрее. Если у тебя мозги работают постоянно, то и они в порядке будут. Гороховый направо, да, Евгений, совершенно верно, так и планировал. Солнце так выше крыши нас, ну как выше, не поднималось сильно выше. Оп, пробегаем.
Впереди там на горизонте виднеется купол Троицкого собора, район красноармейских улиц, так называемые роты. Перед ними Семенцы, там где Семеновский полк стоял. Вот по левую руку у нас, с противоположной стороны Фонтанки, вот эти все здания, все желтые, это все тоже были казармы. Мама Рома, да, вот вы про это, да, говорили, что за кофе. Не, кофе-то я больше не хочу, куда? Это ж по закону, если где-то прибыло, значит где-то убыло. Если в меня что-то прибывает, оно должно со временем и начать убывать. А как вы заметили, я такое редко практикую. Вот и тут в чате хвастайтесь знаниями, кому сколько годиков из актеров. И действительно, уже по много лет они все действительно выступают и выступают. Улица Гороховая, один из лучей Невского трезубца. Впереди у нас Адмиралтейство. Нам надо дойти до Гороховой 49 или Гороховая 47. Там у нас общественное пространство Сена, недавно открытое, ну как, несколько годиков уже. Вообще, как раз когда читал про Сенную площадь, про Сенной рынок на ней организованный, можно сказать, в те времена Дворцовой площади еще не было, а Сенная площадь была чем-то таким, как будто как центральная, что ли, площадь. То есть люди, прибывавшие по Московскому тракту в город, въезжавшие, они как раз оказывались в первую очередь на Сенной площади. И Сенная их площадь встречала прибывающих. Ну, Энди, приходится. Я прям на морально-волевых. Я вот сейчас думаю, в Сено зайдем, и я там остановлюсь. Ну блин, уже без малого 5 часов идем. Друзья, надо завязывать. Нельзя рекорды бить сразу и так категорично. О, кстати, электробус едет. Видите? У него эти рога, но он без рогов едет. Это у нас электробусы. Здесь по Гороховой организовано одностороннее движение, но вот в обратную сторону только для маршрутных транспортных средств. А обедать когда? Ну вот так. Ротонду увидим. Елена Кёник. Давайте так, я поправлю вас. У нас в городе несколько домов, в которых есть ротонды. А которые именно вы говорите, пожалуйста, уточняйте.
Но так-то нет. Сегодня как? Ну, блин, я же не думал. Если вам надо, давайте про ротонду говорить. Ну и так, мы до Сена дошли. Заворачиваем в первое же пространство. Можно было еще чуть-чуть подальше пройти. 5 часов супер, да. Вот чтобы снег быстрее растаял, его здесь вон как расчекрыжили. Но есть риск, что он не растает, а так и замерзнет. Береги себя, да. Сейчас, секундочку. Вот можно через этот проход оказаться во втором пространстве. Вот мы зашли в Гороховую 49, а еще Гороховую 47. Тоже можно было там в арку зайти. Ну и здесь, на месте почти разрушенного дома, какие-то мероприятия. Так, ну мы чуть-чуть дальше пройдем, там где бары и рестораны. Все в сено. Звучит призыв. Там в конце меч. Вот. Здесь налево в этот красный уголок. Вот здесь у нас уже по периметру на первом этаже бары, рестораны, поесть, перекусить. Ну и также есть второй ярус. Там, в принципе, тоже вот там Сент-Вандал. А Сент-Вандал это шмотки. Значит, следующее. Ресторан. Калифорния. Ресторан, кафешка. Да, что-то со снегом тут они размазали его. Классическое для места уже пианино, где вы можете прийти поиграть, если умеете хотя бы что-то. Так, что? У меня к вам деловое предложение. Всем привет на стриме. Поддерживайте Рому. Рома, обедать-то когда? Жена. Друзья, у меня к вам максимально деловое, что называется, предложение. Так. Не туда. Вот так. Ох. Я не знаю, сколько я километров прошел за сегодня. Но на этом надо прекращать. Жена уже лютует. Я настолько устал, что не могу даже говорить. Так, сяду поближе, чтобы что там прочитать. А, что прочитать-то? У меня же в кармане читалка есть. Вроде бы была. Так, открываю чат. Открываю я чат с ключа. Ча. Так, в сериале «Невский» здесь кусочек Америки снимали. Очень вопрос, потому что если погуглить фотографии вот этого Гороховой 49, что здесь было до реставрации, это небо и земля.
Здесь не было 3-го этажа вот этого. И этого ничего не было. Не было 4-го мансардного яруса. Здесь не было вот этих... как они называются? Балкончиков вот этих. Не было ничего. То, что вот над нами... Это были просто какие-то склады, то ли для сена, то ли для какой-то утвари, которой здесь вот на сенном рынке, на сенной площади, точнее, торговали топливом того времени. Сейчас бензин, тогда сено топливо того времени. Топливо опасное, потому что нечасто случались пожары. Так, что-то пишите. Спасибо еще, как всегда, очень интересно. Чат я без ключа, да. 25 км. Нет, ну, я после стрима сейчас выложу, у меня часы записывали весь трек, как мы сегодня идем. Так что я все выложу, там все будет видно, показано в километрах и шагах, и как мы на карте шли. Светлана говорит, спасибо, хорошая прогулка. Санкт-Петербург Волкер появился тоже, спасибо за прогулку. Кира, и я пойду хоть чаю выпью с молоком. А, да, это ж вы там про чай с молоком. Или не вы? Где-то я это уже читал. Типа, как можно пить чай без молока? Да, домой обедать, да. Это... Я бы, конечно, и дальше, может быть, куда-то шел, но зайти подкрепиться надо. Но вы же не будете сидеть смотреть, как я кушаю. Ох... Так, ребята, столько нас много, поддержали маловато. Давайте под конец еще скинем. Спасибо за стрим. Да, друзья, хотя бы лайки, подписки. Как-то я грустно почему-то это говорю. Грустно, потому что уже устал, правда. Прямо устал. Я с 10 утра идет стрим. Встал я, получается, соответственно, гораздо раньше, чтобы приехать на Чернышевскую. Мы же сегодня начали от Чернышевской. От станции метро. И вот это вот все там ходили. Благополучно оказались на Сенной площади. Так. Будь здоров, все супер, Володька. Да, спасибо. Спасибо. Лайки, подписки ВКонтакте, в Ютубе. Я вот сейчас стрим закончу и посчитаю, сколько у нас лайков на Ютубе, сколько лайков у нас на ВКонтакте было за стрим. Ну и, соответственно, я пойму, сколько у нас было в сумме человек на сегодняшнем стриме. Итак, всем спасибо. Всем, кто успел донаты отправить. У нас 5 часов. Все, на 5 часах и заканчиваем. Это действительно рекорд. Такой рекорд я еще столько со стримом не ходил. Друзья, всем спасибо, пока. Я убегаю. Сильно хочу домой к жене. Все, всех обнял, вы лучшие. Пока. Ой, сейчас разберусь. Аппетит-то да, прям... Так, что не выключается-то? Не хочет. Так, Хьюстон, у нас проблемы. Стрим не хочет заканчиваться, представляете? У меня кнопки закончить стрим не появляется. Что за ерунда?
О, аноним еще докинул. Так, у меня, правда, кнопка... У меня пропала кнопка этого стрима. Так, не знаю, смех смехом, но как бы, но... А, все. Все, всем пока.